Smoke rises high over Daddy Earth. No, they bind our hands, they drag us forth where the freezing waters flood. The general smiles, he counts the prize, 46 flowers for his crown. But he does not see the wolf in our eyes. We will never bow down. The bridge is narrow, the drop is deep, the river roars a hungry song. Promises made that we must keep to the land where we belong. Oh, Teddick River, take us home. Better the grave than a golden cage. 46 daughters, flesh and bone, turning the history page. One look, No words. one step, To the edge. together we fall, together we fly, taking the fear with us as we أسخجيه وتواصل سخان لأخيتي سغير أخطاخيتي عايزين شور وخير المذيع عايزين يلخ خير المذيع هيقوم موت باسمي المذيع وقتيش أزيد وستعملي وزاشقة دياردو совесен. Verbiya ayten uğram. Ayten gıylık. Ay kovmuvat. Şadvatta, mamvatta, داهر دوديغا دايشر حوارخ دوق سبيغا اي دين سيغ يدين لشوص دايشري اخدا قديسة دقوص ديسنك مقدس سيخيل سوخين ترس سودورت بودنيا سويغل غيرتش خيل شوا ودعوة حيال اليقين شيوتن نموتن خندما يدو سنغ شحيزة وحقيقي يدو شبات مموت داغر لديغ بايشر حوار خدوخ سغيغ ستيغل رسومون الضغط دمسن ويداغر تشقدالر خيلة وكيفنا ساددم شيددم لا تتبش سخز ززدوقي داوت ويجي خلاها سدوتم تدم تقني خير داسيح حق الأدم
إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد الباطل باطلا واجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله. Марша Мукшдол, Дерге, Ахуедин, Таракшин, Ибраим. Ну, марш, Это заклинание. Сейчас и что ж есть, короче. Он нормально. Представь, нормально. Чеченец как бы уже вот это будулайчество до того унесло уже там вообще понимание, понятие, крышу у многих, да, что вот какие-то заклинания непонятные никому. Если ты их зачитываешь, то это наоборот нормально. Там вместо своего национального приветствия, которое понятно там, твоим соотечественникам на твоем языке. Машнул, приходите свободными. Нет, ты правильно говоришь, Ибраим. Как можно вот нормально соображать со своей головой из-за какой-то книжки убивать своего соплеменника? Как это возможно? До такой степени стать дебилом, это нужно что-то. Таким быть идиотом, это я не знаю. Так, здесь Степан есть. Степан с украинской символикой. Если Степан украинец, если украинец, Степан, тоже заходите, пообщаемся. Это фальшивый Степан, который у нас был. Степан, звезда эфира, да? Да, да. Но все равно уже давно Степан. Заходи. Да, тоже. Хочу Степан. Степана, хочу Саня, хочу Василий, хочу Ходи еще передатчик, что сказать, Василий, казак, чего. Так, где наши спикеры? Давайте подтягивайтесь, спикер, тему, тон задавайте. Голос издается двойным. Так, ты либо из телеги тогда выйди, либо отсюда выйди. У тебя тогда все наладится. Короче, лайфхак всем, у кого двоит. Отлично слышно. Я тоже отлично слышу тебя, Ибраим. Давайте какую тему будем обговаривать? Политическую, религиозную, научную, историческую, там, культурную. Религиозно здесь ни одного не найдешь, кто мулит. Все пропали. Все перестали, мулить перестали, да, все? Все стали демократами, либералами, даже феминисты есть. Чуть федерасты не сказал. И те могут быть. Модератор Ацабякин. Так, давайте по политической. Давай начинаем. Ну, скажем так, о ситуации вокруг Чеченской республики, никем не признанной.
за исключением там Грузии, и то как бы это так на смене, скажем так, режимов такое себе тоже признание, потому что сегодня Грузия официально на этих позициях этого признания как бы она не стоит. Ну, во-первых, понятно почему, да, потому что там сейчас тоже такая, скажем так, половинчатая оккупация происходит. Ну вот, тем не менее, это такой вопрос подвешенный. И точно так же с этим, с афганским талибаном, да, которые нас тоже признали государством. И, кстати, с которыми русские сотрудничают в Москве, в Кремле, там где угодно встречаются с талибаном, который, кстати, Талибан признал нас как государство. Но от Талибана признание, правда, это наоборот. Да, ухудшило. Талибан признал шариатскую. Да, худшего одолжения не найдешь. Или худшей дискредитации. А что это раньше не признавали? 90-е годы. Почему они только 2000-е годы начали признавать? Ну, Яндербиев вроде туда ездил, и он какие-то отношения с ними налаживал. Вот наш статус нашего государства, нашей государственности, он все равно в подвешенном таком состоянии находится. Его нельзя и опровергнуть. Как бы в цивилизованном мире это опровергнуть тоже не получается. И одновременно его нельзя как бы поддержать и признать нашу государственность, потому что нас нету. Нас нету, и русских все боятся. Весь мир, полностью во всем мире рулят русские на сегодняшний день. Как бы кто ни пытался отнекиваться от этого, все там средства массовой информации, во всех, там, политических кругах, в каких-то международных организациях, даже правозащитных, везде и повсюду главенствуют, скажем так, интересы русской политики русского мира, и вот их люди повсюду. Хотя русские нам на протяжении пребывания в плену Советского Союза, и сегодня через религиозные какие-то вот эти пропагандистские там средства массовой информации постоянно вливают нам, что во всем мире рулят евреи. Хотя то, что вот как бы сегодня видно, евреи даже с палестинцами не могут с ними как бы свою какую-то позицию выиграть. Или другими словами справиться. Если вот посмотреть на позиции или интересы евреев и какие-то их оппоненты, да, там на мировых площадках, международных, там вообще в целом там политики там, мировой,
и посмотреть на русских и их оппонентов. Вот как они намного, скажем так, больше потенциала, больше возможностей, хитрая вот эта вот всякая политика, да, вот, которая там основана на подкупах, на терроре, запугивании и так далее. И вот такая ситуация, как спикеры не подтягиваются, все молчат. Тема, конечно, страшная, опасная. О ней говорить не каждый решится. Ну, в том-то и вся беда. В том-то и вся беда. Потому вот из-за того, что эта тема, как бы, она страшная, опасная, поэтому под натиском вот этого террора, угроз, там, всяких там давлений, преследований, ликвидаций, под вот таким постоянным огнем давления, а теперь открыто используя уже международных исламских террористов, которых вот русские годами создали. В частности, в чеченской среде тоже такой фактор уже тоже не в маленьком количестве существует со всеми там, скажем так, со всей сетью, да, какой-то связанной между собой по всему, ну, используя там все вот эти вот технологии, там, ныне существующие там какие-то площадки, интернет. Вот это вот все системно настроено, работает, и вот на фоне этого, да, страшно, опасно, но не знаю, само собой лучше, да, само собой лучше не станет ничего. Ибраим, я не понимаю. В Европе жить, в Европе убежище и бояться кого-то из России. Я понимаю, кто дома находится, другой в России находится. Но в Европе взяли убежище, живут и что-то сказать боятся. Niislöönnakçalı sen bakdu. Pyöryys absolut noqza hundet. Şeydik çadik dali istiyiz baldik. Sanna markeret сакыш. Меньшуяла. Ну, просто вот наш вопрос политический, он в подвешенном состоянии. Его закрыть невозможно. Потому что это против прав, против конвенции, против международного права, против демократии, против свободы слова. Вопрос чеченского самоопределения, чеченской там, государственности. Вопрос о геноциде чеченского народа. Там. Да, это сейчас не признано в таком формате, но он остается открытым. Вопрос уничтожения в последних 2 войнах чеченского народа в количестве 300 тысяч. Это же все не закрытая тема, то есть тема остается открытой. Ее не может никто закрыть. 300 тысяч беженцев, 300 тысяч политических эмигрантов находятся на территории европейских стран. Понятно, что нам имидж уже сломали через вот эти идеологические там всякие группы, через вот этих вот идеологов, через распространение там исламистских настроений, там запудривание там мозгов чеченского общества посредством вот этого, да, понятно, что нам и имидж попортили, и нам попортили, скажем так, наш вот статус, но закрыть его не получается.
если мы вот граждане Российской Федерации, если мы русские, там, Russian, россияне или русы, нас как политических там, беженцев нас не могли принимать в странах, скажем так, демократического мира, в странах цивилизованного мира, в странах Женевской конвенции. Нас не могли принимать, если мы внутреннее дело Российской Федерации, то все, кто этому противостоял, это люди, которые как бы нарушали, кто, скажем так, совершали преступления против конституционного строя Российской Федерации. Но в мире к этому не так относятся. То есть у нас опять тут двойственное положение. С одной стороны, у нас признания нету, потому что нас самих нету, и нам самим это уже как бы безразлично. Из-за вот этих вот Бателя. Всем в голову вбили Бателя, колодец в Пакистане. Вторая сторона, то есть нас точно так же не могут здесь как русских, российских террористов, как русских, российских нарушителей там, конституционного права, нас вот в таком формате здесь как бы русским или передать, или на этой почве как бы нам вообще изначально отказывать нам это не делается. То есть понимают, международная общественность, законы, они не могут нарушаться прямо вот так, в лобовую. Но какие-то вот процессы, скажем так, такие нарушения, они существуют, и опять-таки же потому, что вот у нас вот этот вот ИГИЛ распространили в нашей среде, и как бы цивилизованному миру, там, странам Женевской конвенции это не нравится. Это всем как бы враждебно, это всем неприемлемо, но опять-таки законы нарушить не получится. И здесь полностью вот этому всему помогают исламисты. То есть побыстрее всех чеченцев как бы замешать в одну, замазать одной грязью, скажем так, и уже потому что не хотят там возиться, нянчиться с вот этим делом. И сами чеченцы потом подвергаются вот этой вот пропаганде, да, как бы вон все кафиры, видите, они все против нас. Конечно, против вас будут кафиры, мафиры, и евреи, и иудеи, я не знаю, и всякие там, кто там еще упоминается там, не знаю, там, зороастрийцы, там, всякие племена, короче, которые там в Коране, я не знаю, где угодно, в религиозных этих упоминаются, какие-то Самуд, Мамуд, какие-то... Все в этом мире, они будут, конечно, против вас. Если ты мудакоголовый, я извиняюсь уже, да, за грубость вот эту. Если ты умеешь себя правильно вести, если ты являешься жертвой идеологии и следуешь этой идеологии, и сам ищешь себе врагов, потому что твоя идеология тебе приписывает враждовать с определенной там группой, с определенными группами людей, несмотря на то, что у вас изначально нету никакой вражды. Конечно, будут и кафиры, и мафиры, и хренафиры, все будут против тебя действовать, если ты вот тупоголовое такое вот как бы создание. Ибраим, можно я перебью? За чача хатташду насчет Аслана Арцуева, тянуть разногласия он Как хуху меча хухата вдруг. Defend Grozny, a tăjem vert listách.
С Асланом Арцуевым разногласия. Царь Аслан Арцуев, их разногласия. Аслан Арцуев стал адвокатом Идигова и адвокатом шариата. Хотя изначально он, я же помню, он четко позицию на встрече там с Закаевым, я тоже там был. Закаева там, правда, не было, но закаевцы там были. Всякие вот эти хабашитские муллы его, где Аслан четко высказал, что я сторонник того, что религия должна быть отделена от государства. Четко высказать Инезеркту. Потом эти на него там как бы начали там сбунтовались полностью против него, какие-то козни начали строить, вот эти закаевские хабашиты, которые там в Германии, вот это Аймани, от имени Аймани мечеть, где они там мулят. Вот эти вот оттуда вот муллы вот эти, там Хусейн, там этот Алим Паша, они начали против него, скажем так, настраивать там людей и вошли с ним в конфронтацию. Там Аслан тоже был сторонником того, чтобы создать чеченскую демократическую партию. Не то, что сторонником, а активным таким инициатором, одним из активных инициаторов. Но когда у нас тема подошла вот к шариатским вот этим вопросам, к подлогу Идигова в Конституции там, Чеченской Республики, вот там что-то не то, что-то непонятное как бы произошло с Асланом, и он, с одной стороны, понятно, его постоянно как бы угрожали ему, говорили, что он антитеррор, и ему приходилось оправдываться. Да, там опасно это, но да, такая опасная эта штука. Политика, общественное дело и так далее. Но антитеррор сегодня сам со своим лицом от своего имени как бы и вроде ничего. Да, если Аслан не антитеррор, то понятно, что он не хочет, чтобы его называли антитеррор. Но как бы полностью из-за этого, ну, из-за этого или не из-за этого, я не знаю, но стать потом адвокатом шариата, вот это я как бы не понял вообще. Адвокатом Идигова, главного зачинщика всех вот этих государственных преступлений. Это твое убеждение. Ты так думаешь. Я думаю по-другому. Он был такой. И пропаганда у него раньше такая была. Никто его не запугал. Тем более, что он домой не ездит. У него родственники все находятся в Германии. Это все сказки. No, из последнего тоже. Duymuş var hiç o Arança, или вернее Хадисча варится, Айшахти еще дацел. Duymuş var это. Да. Ну, это непонятно, что. Хайр Дуимшли на Уды, на защитник Корана и Сунны, значит. И в то же время, короче, полностью Израиль, два товар, хай, наден, джахат, хай, Израиль, там, наден, бош. И он потом наши ичхай, то, что я указал, и он шутил, и гилло, короче, значит, непонятно, короче, там. Что просто цапиет, я до конца, видимо, информации у меня просто нету, потому что до конца цапиетах все, или что там конкретно происходит.
Ибраим, ты хотел дорогчать? Я просто попытаюсь как-то коротко сформулировать из тешего, чего задать. Цохубашка любого и свободных государств хылчили в составе России хылч самовать свои ногчал хадах каерч. Цахубашка любого своего цуман чиноманука. Вы независимое государство хылчили. Это как бы социальный нормально было. Доктор, Ну да, соки таркишт. Моeder is razum vai melperшишт ислам динчур эрбойлшт аберша та автоматически мелдол и гулкшишт наладится дир дуэл таким образом китарсуцу элдол хаттарам. если он хасхиеч дала, он цехал за путинский унитаз, чтобы чеченцы на джихадах погибали, чтобы чеченцы с русскими вместе нападали на чужие государства, колонизировали их, делали такими же колониями, такими же подневольными, как сами. И что? И вообще, кто нас сегодня спрашивает, там, хубашхули, хубашхуляти? У тебя вообще кто-нибудь спрашивает, башхули или яти? Русские тупо тебе говорят, сиди, стой смирно и дыши ровно, и все. Больше у тебя никаких там вопросов или у тебя каких-то, я не знаю, твоего мнения какого-то, оно никому не интересно там в Руси. Теша башек реально мертвым очередь Гессон снова зашла. Хафет раз задать нейрон теша. Хайнла, можешь повторить свой вопрос в чате? Может, я не так понял твой вопрос. Если можно, зайти можно. Включите ее. Пускай зайдет. Да, из-за декардажа это была камелда. Бэшху, сунцеха, может быть, цехие чели, бэшху, бэшху. Бэшху, видишь? Бэшху, хаймахкан. Я хай, короче, полмать должен делать ходевать. Я хай безум делать. Я хай, короче, со собственности, это все делать. Я хай вообще куда ничего, любой метод. Путин или Хренутин делается, каждый следующий из Путина и предыдущий. Вот эти Путины, Шмутины, они будут джихады делать с какими-то народами, пытаясь их захватить, ну или же удержать там свой режим, уйти от ответственности, все что угодно. Вот как они эти войны начинают, как они вообще ведут политику во всем мире агрессивную. И ты постоянно с ними, как бы, ты их собственность, ты их внутреннее дело русских. Если вот это вот все не видно, как бы, зачем, если вот без разницы, да, в России или не в России, кому вот без разницы, вы можете с этими русскими, как они там в России у них быть, его проблемы, что я не пойму. Если вам нормально, русский мир это хорошо, неплохо как минимум. Если нет в этом разницы, то можно же в этом русском мире туда переселиться и там с ними жить в мире, согласии, в любви. И все. Зачем чеченскую нацию, чеченский народ, чеченское государство? Зачем его тащить целиком под русских?
У нас вообще другая культура, другие взгляды на мир, у нас другие ценности. У чеченцев демократы, демократия на первом плане. Чеченцы сами демократы по себе. У нас равноправие, равенство. У нас за царя погибать никто не собирается. Не собирался никогда. У нас нету каких-то вот этих еще там оставшихся от крепостного права, там каких-то менталитета, да, вот этой культуры, что там барин сам разберется. Вот таких настроений, это не наша тема вообще. Зачем нам каких-то падишахов, они как у себя навязывают? Зачем нам это все нужно? Маршал думасага иразница яцмо, что табеш бар мусул прочане Мария итмегер дубо, что айрити хенца цава леца генерал. Таде хоня денда деде мейше вара деде мейше хавена цинг новчи ачвой урус мартанер барцу ачвой мартанер рулацу. Цинг зудайры тирбо, что бедацмо форш полностью дайом шопо, что это. Вот как раз Дон Ахчи зашел, и он вот здесь пишет: донаты, Дон от хороших русских, и паспорт Израиль, Дон Ахчи не пахнет, Дон. Вот как раз, видите, вот олицетворение, скажем так, вот русской культуры. Человек, который говорит, что мы всегда там царю служили, там русскому царю, потом украинскому царю, там, если надо, чеченский будет царь, ему будем служить. То, вот эта культура, это вообще нам чуждо, мы кому-то служить царям, каким-то батюшкам, баринам, я не знаю. Это не наше. У нас вообще другой жизненный уклад. Мы хотим вот с цивилизованным миром нормально двигаться в плане там государственного устройства, в плане там свободы, права там и так далее. Да, у нас своя культура, это надо тоже отметить. У нас там кавказская культура, то есть более консервативная, скажем так. Ну, имеется в виду вот в плане свободы, как бы в плане демократии, в плане полностью возможности там, людей делать собственный какой-то выбор, да, там, на территории, где он проживает, каждый человек, то есть не нарушать границы и свободы других граждан. Вот в этом плане у нас нормально, как бы, мы можем сосуществовать неплохо. Игорь, вот и до начала аналогии, да, ранее, примерно, он в Чечне жил, русские пришли, разбомбили все, его выгнали, он все равно за русских. Но сейчас он в Украине живет. Русские его бомбят, он сидит в подвале. Да, и при этом... Он будет винить украинцев, да, получается? Да? Да, и при этом говорит, у нас нет предателей. То есть сначала... Да, и потом он будет винить украинцев, как и нас, да? И что Зеленский не сдался, да? Вот его. Ja, Ibrahim, jetzt сейчас один до хаттеран добавитель сон просто из-за вот этой вахабни террористической по Европе сложилось такое впечатление, что ну тебя шады хамаоле шамадар полный ахлюсон на хамаюте. Вот у людей сложилось впечатление, что войца Дега это наоборот какое-то противодействие этому. То есть и наместник Шбой, подростки наместник Шбой был, то, ну, типа, складывается такое впечатление у этих людей, что они какую-то борьбу с этим ведут. То есть там вахабняю, шеит на что бешбой. Вы прекрасно знаете, как я о людях говорю. То есть как
будто эти люди чем-то отличаются от террористов в Европе. Вот такая иллюзия складывается у людей. То есть был и наместник швы по-русски. Вообще, за чеченскую культуру, за чеченские традиции, а вот выходные в Европе это уже как бы чересчур, юхтель мировоззрения. Олар дәреген, сон ташидуашыларды, да, мобиль Ибрahim, алғаларля ташидуашыларды, хош бат, высшим, демократические, да, хумаду, что-то, да, это ж, бежен, шиохши, официально, конституции и уголовный кодекс, хакер, да, сош, виш бюхом шилаз, виш тем-то вам, бешта. Но хош я, сош вообще бюхом, хакер, уголовный кодекс, ну да, отсечение головы, отсечение рук, да, это уж вообще бюхом могу. Официально мы, далее вообще хабардиз. Уголовный кодекс, який шапер 2002 год. А якчи хапер шариат, Коран сунна майли, это гуш ходу еще адеки. Ош просто надо это аж кюк, что расстелют, даже и он дает уж без похож, алиба. Не, проблема я была, это man что в Европе обязан был террорист. Из одной конторы мы будет, был по-русски наместник, это же одна контора, куз обязан, шей свободный, не действующий шпарчин, они чисто по методичке работают, шей долг. ФСБ сайт методички, по нему работать без бушинешь. То есть не заблуждайтесь то, что они от себя чем какую-то говорят. Нет. Да, там есть полезные идиоты, которые думают, что они от себя говорят. А по сути, вот эти все там Абу Халиды, Абу Малики, они вот это толкают это все изначально. Тиеша свет элди, вот и я свои проблема больше с этим бороться. Но имеется в виду то что вы самый чем свое название государства. Типа, короче, чем государство и учил, типа, с вот этим бороться не было. Да, имешу те же тандол шмаду, одуч, что имешу и тандол шмаду. Мы же на этом стоим. Как ты можешь бороться вот в Русне с тем, что сама Русня создает, да? Вот русские создают какую-то там идеологическую, скажем так, какой-то сценарий. Или же создают, у них проводится какая-то политика, да, там, сделать там из каких-то народов, там, бойцов каких-то или исламистов, кого угодно, чтобы их потом на всех своих геополитических фронтах использовать. Как ты с этим бороться будешь, я не пойму. Понятно, русские еще могут там, до какого-то времени могли там пикетики какие-то делать с этими бумажками, выходить и вот так становиться. Ты вот так с бумажкой выйдешь, тебя, я извиняюсь, там, тебя, меня, любого как бы на бутылку посадят. То есть даже не пытайтесь себя русскими даже возомнить в этой Руси. Это непонятно, соцсети просто вот. И, видимо, Европе аж долго ти ще больше. Мовою, я не знаю. Перед самым моментом Ибрahim. По-моему, вообще еврейская и проблема. Вот люди не понимают еще, что их
А вот европейцы воспринимают русских, Россию как какое-то государство, как нацию, как какое-то образование, там, да, в котором есть права человека, какие-то там возможности. Да, для самих, для русских есть они вот там, они сами себя выбирают, им там не нужны эти права, они сами их отдают, они сами там на барина как бы ссылают. Это их жизнь, вот их как бы культура, их уклад жизни. А мы в это уравнение, в это вообще не вписываемся никаким образом. Мы там чушки, короче, просто которых вот эта империя, там, вот это государство, образующее титульная нация, она использует там для своих интересов. И все. И понять, я чушу, что такое вот русский мир, что надо вам либо пожить в России, куда-то поехать, чтобы самому на собственной, грубо говоря, шкуре испытать вот это дело. Вот люди, которые в Европе, даже поколения выросли, они не понимают, они это себе представляют, тем более им вбили там каферы, маферы, шабдашта, буи, керес, буи, мерес, буи, боши. Это вообще разные вселенные. Там вы вообще ошибаетесь, если вы думаете, как с Германией там где-то сосуществовать, с какими-то правами, с французами, с Францией. Эта империя снова разрушится, этому нет сомнения. Просто вопрос, когда это случится, и будем ли мы как бы готовы к этому моменту. Вайгинз, например, спешка, как бы, если вы имели ходишь обдумать, уже это уже может быть к этому моменту поздно, и тогда встает вопрос, кого мы в таком случае вот и при развале этого мутанта двуглавого хуёгарутиг, какое как бы государственное правление там установят из Мадуева. Мы же не хотим, чтобы при еще одной возможности поставить независимую чеченскую нацию, чтобы там появился Афганистан 2.0 и Мадуева. То есть с этим, как бы, с этой идеей мы пытаемся или эту идею мы пытаемся донести. Никакой ни ваххабизм, ни хакабизм, ни ИГИЛ, ничего абсолютно в нашей среде, ничего контролировать, не регулировать наш народ от слова вообще, от слова совсем. Никакой возможности мы не имеем и не будем иметь. То есть в этой тюрьме, в этой системе у тебя нет никакой возможности. Den скузавой дуицук попробуй там напикнуть до тебя. Твой шанс меняться, то есть у тебя нет никакого шанса проявить какое-то инакомыслие в системе, которая тебе там сама регулирует и религиозные ценности, и за тебя как бы сама все решает. Так вот, снова отвешал вопрос. Если Россия подразумевает свободу выбора религии, значит, это будет сначала продвигать. Россиян за оскорбление чувства верующих закон дух. Просто и цаумнах декрет из просто низ понятие цахули, если вот наше общество, там, наше грамотная какая-то часть общества, там, цивилизованная часть общества, если не будет осознавать, что такое Россия, что такое русские,
Я сейчас не о нации, там, я не пытаюсь как-то. Мне вообще по барабану, русские, там, не русские. Главное, чтобы они от нас, как бы это помягче сказать, отвязались. Абсолютно с ними какой-то, с их нацией, как бы их считать какими-то этими, пятыми, десятыми. Вообще плевать, сами пускай у себя там с Русни разбираются. Нам важно, чтобы они от нас отстали и полностью понесли ответственность за все жертвы, восстановили все, что у нас разрушили, свои мечети взяли себе, в Москву, куда угодно к себе там демонтировали, там снова их, короче, там восстановили, там воссоздали. Нам важно, чтобы все, что у нас разрушили, да, вот нашу экономику, нам нужно восстанавливать. Наше государство будет. Мы сами себя должны будем, как бы, должны будем в состоянии содержать. У нас должно все, как бы, быть заводы, фабрики, все, короче, там, все, чтобы, как бы, государство, все вот эти вот отрасли государственные, которые содержат это государство, этот народ. Вот это нам важно, чтобы нам вот это восстановили. Ибрahim, и я عندي خط случайно Россия, царский, советский, демократический, Ельцин на России. И та эти государственные строил, на ночи роман дик был бенса строили, на Соцсети и Таронов, кстати, мол, нашелш. здесь вопрос случайно, вопрос, думаю, как-то и Россия, царский халхилэг, советский Россия, его Ельцин, типа демократический лэг, вообще демократический Путин, халхилэг, от тане государство и Россия начал халил. От ночи оман запает бен та строил. Риторических авторов из Бадыгеза. Шейн пользен хундует яшец России из тоже не то, что нам, а просто Шейн, ну, как бы собственному государству. Шейном шейву даться. Ну, войн просто риторический вопрос войн короче. Пейт бин я цадик бол бин абсолютно царом, да. Война в своей просто империи, в советской, война как аксессуар, что война территории, да. Ну, вообще теперь изначально как бы вы просто уничтожить до цели от себя. Да, может, у меня была бы цель уничтожить, если бы там мировая общественность им это как бы ну, дала бы, чтобы это им сошло с рук, да? Тогда возможно и такое какое-нибудь там вариант. Любое бактериологическое, химическое, все что угодно, сами они могли бы использовать. Но такой у них там политики нету. У них есть политика сделать всех русскими. И, ну да, те, кто там, скажем так, противятся этому, там, дергаются, грубо говоря, их аккуратно там зачистить, но всех остальных потихоньку сделать одними, как они. И все, это как бы самый удобный вариант. Там для разнообразия там, сделать русских немного с другим, скажем так, с другой генетикой. И вот это вот, и советская система, и все, и то, что они на тот период, как бы, религиозные, вот эти вот, полностью
исключили, да, там имеется в виду вот эти темы, да, там шариаты всякие, халифаты там. То есть это в их интересах было, это все исключить на тот период. Но когда уже совок они попытались там переформатировать, да, там сделать из него демократическую какую-то видимость, там, государственность, и у них с нами возникла эта проблема, там они опять вытащили просто этот инструмент, как и в былые времена, как и там в Афганистане где-то уже, имея опыт, они просто вытащили этот инструмент и его снова сегодня по сей день используют. И это тоже в их интересах до определенного какого-то этапа. И представляет, то сама чего волилась, Советский Союз вот после высылки ногти Табакен рали в центре аквартирица еще даже автобус, троллейбус, хаймата, вистхла еще представляет, это Европа, это государство, ты любой автобус, что трамвай, что хаймат, вот это халага, я австрийцу, я французу, говорит на французском, собака, Женя, что вот тяха знелся геноцид, и хом шей тогда как беду из мочу я вот аквай нахса, да, полный рост и юхшай жвапхати, медкей, и яйцом. И да, олич, вот я и не геноцид, когда мутуса. Вот вы макабакен, хайматка, примерно хаймата, исхла еще, что даже школа, уруш, инскирна, со школа дешучна, 60 родной язык литературы, 60 когда скирна. И за Палермо говорит. А вы что вот Адам Хейзи написал? Хейз 60 Хейз когда Сосатон, только литературу оставили, а письменность убрали. Ну, Тхая царь в в городской школе, в городских школах, скажем так, Сохилчи, я родной язык, я царство. До вот этого момента, когда уже Джохар, Вохш, вот этот вот момент был, когда Советский Союз там развал, короче, когда это началось, вот тогда у нас то ли 1, то ли 2 часа в школах городских, как бы в неделю уже начали изучать родной язык. А так вот до этого при жестком вот этом совковой системе в городских школах не было родного языка. Сами азил, дюхом шишуба, вы против мусульман. Абуара Элчин, там это доросок недавно Австрия президент Элэг Хазнишин перед лицом роста исламофобии настанет день, когда нам придется попросить всех женщин носить хиджаб в знак солидарности с теми, кто делает это по религиозным причинам. То есть чувство верующих оскорбляется. А президент только Австрии. Вандербелен, говорим? Да, раз это прагматия, Гирксон там подстроит, и не тел, я террор, да, не было я. Да, и он. Александр Вандербелен. Да. Ну, не знаю, как он это говорит, но я вижу здесь, наоборот, полное попустительство. То есть вот это прежние, скажем так, горе политики, да, которые недавно вот мы видео... Кстати, видео Маша... Есть. Могу скинуть. Не, я не про это видео. Там я сейчас Машу видео скину, как министр внутренних и иностранных дел Австрии, которую, ну, как бы 6 министров в отставку отправили здесь, то есть досрочно провели вот этот вот недоверие, короче, и их вышвырнули оттуда. И вот эта вот министрша, она одновременно и иностранных, и внутренних дел
подруга русских, и она там сначала, по-моему, во Франции просила убежище, когда ее отсюда вышвырнули. А теперь в Россию уехала и там как бы там тусуется. Ну, она еще на своей свадьбе здесь с Путиным танцевала. Вот по ее разговору вы можете понять, какую политику в Австрии проводили насчет вот этих исламистов. Я сейчас тебе скину админ на видео. Она элды хайнегацун дакос в телегу, чтобы и этот посмотреть. Мухай канал дахли. Ибрам, это сунай, это двусмысленный канал. Это вырвать на несаны. Изам как бы не то, что вот, да, это как бы угроза, да, там слишком такого уже распространения, да, вот это. Да, угроза для государства есть какая-то, собственно. Я не знаю, я еще сам не видел, но по шадице, вот интервью примерно из Йокостун вывод, что короче, гендер дуя пузаргулка, да? Ибраим, просто сум кверчудены кудари, когда я посмотрел это видео, в Швеции резонанс на тему сжигания Коранов и то, что типа вот хотят запретить это делать. То есть именно по отношению вот мусульман должны быть какие-то особенные правила, чтобы их не провоцировать, чтобы их чувства не оскорблять. Это man подумать раз в первую очередь. Не знаю, вместе посмотрим, потом выводы будем делать. Я сейчас тоже скину ролик админу. Ну, это прямое посягательство. Франция, парламент, уже Адаганчкина, братья мусульманы из террористических организаций признать террористические дебаты. Что позадаёло полное запретить и Франция. Ибраим, Рамштайн, ну, короче, и видео есть, эти контакты. Из-за хаузе под рукой это освещу книгу, что делать. Асхаят, но админ видео, освещал видео в личку аят, но. Здоровая такая бабенка, Австрии она была. Она сейчас в Ярославле живет. Она родственница Путина. И Австрия, то Бен Буцери, прям. Кстати, масса набу по Европе, он будет дисла. Ну, Хузах, Эстен, Хузах, ну, в основном Франция, Австрия, Германия, вот этот треугольник. Франция, Австрия, Германия, цель. Да, Ле Пен, потом вот эти здесь, короче, националисты так называют. Абсолютно я не вижу ничего плохого в националистической партии. Я здесь с дебилами там на работе тоже еще раньше дискутировал на этот счет. Абсолютно это нормальное дело, когда там, в государстве есть националистическая партия или движение, которые за интересы вот, в первую очередь там коренного населения. Один в Европе. Один в Европе. Абсолютно против этого ты не можешь как бы поспорить. Но когда ты под видом национальных интересов выступаешь за интересы русского мира и пытаешься все как бы, я не знаю, подвести к тому, чтобы русским помогали, короче, да, восстанавливать свою империю, то вот это неприемлемо. То есть, когда ты и саму Австрию продаешь русским, да, там все вот эти какие-то большие фирмы, вон как на Ибице вот эту там поймали, да, съемку сделали, скрытой камеры. Вот эти русские дамы, короче, они там затягивали в нос, носики свои припудривали, короче, и говорили о продаже вот этих огромных фирм, газеты,
потом вот эта фирма, короче, то есть это там обсуждали, чтобы русским это все продать. Липенец и акции финансированы предвыборные полностью Москва гадает, акции шадик доказательно наличительные, инц уже харшад адмон владели на апелляцию подать на все цашигера дух на апелляцию подать, короче, ёх все создан, да, выбор допустить, еще метховой выбор. И Ричард Шоу он говорит, что национальный ум использует еще долго. Кейс почал, еще центр до Швейцарии лошадь уже густу и густукой, шенху кардукахан. О, опасный ум, что ж. Да, хоть уже герметик беги, ахар, что диктат. Так, переслал я админу. Укорка, вот. إذا حلت وين سو هو يتعشت. Die Frau kann ein Kopftuch tragen. Und wenn das so weitergeht, und damit bin ich schon bei der nächsten Frage, bei dieser tatsächlich um sich greifenden Islamophobie, wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen. Alle. Als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun. Ну да, есть духов. Если так дальше пойдет, то нам придется всем женщинам сказать, чтобы одели. Стоять на коленях, да? Чтобы одели платки, чтобы не оскорблять чувства верующих. Ну вот и халатья. А вот вопрос, я, наверное, предоставлю возможность задать Джамбулату Вахидовичу Умарову. Джамбулат Вахидович. Спасибо, коллега. Если можно, присядьте, пожалуйста. Я не могу задавать вопросы, сидя стоящей женщине. Я. Галант был, да? Д'Артаньян. Так теплее, правда? Уважаемая госпожа Гнайсель, начитаны, наслышаны о вас в кулуарах. Если вы захотите, то с удовольствием поговорю с вами и на арабском языке. إني أتكلم باللغة العربية الفصحى ممكن أن نتحدث عن كل مواضيع بعد أيوة вот и но я бы хотел здесь не то чтобы внутренних иностранных дел министр Австрии цо Хашмуху. Да, я в это дальше. Как это все работало, надо посмотреть. С вами поспорить, потому что я и так, в общем-то, приятно, очень обрадован вашим докладом. Вы очень уместно, очень в тему вспоминали и Сэмюэля Хантингтона, и про ботоксные лица сказали, и про все остальное. Но немножечко здесь я бы подискутировал с вами и хотел бы вам задать вопрос конкретный, как и коллеги, и как арабисту. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали в своем докладе, что межрелигиозный диалог, да, затрагивающий, скажем, основы тех или иных народов, основы их менталитетов, что он как бы устарел, что вот он как бы политический диалог, он более эффективен там и так далее. Тогда у меня вопрос. Почему никак не налаживается диалог между, ну так как бы нам хотелось, например, между исламским
и не исламским миром, скажем так, потому что там разные миры. У нас Китай, который противостоит уйгурам, да, его не назовешь христианским миром, он там очень разный. Каким языком нужно разговаривать, например, с теми людьми, которые считают, согласно коранической истине, и руководствуются этим в своей террористической деятельности, например, запрещенный в России ИГИЛ, или одна из запрещенных тоже в России партий Хизбут Тахрир, которая считает себя политической партией и является наследницей Саида Кутба, например, или братьев Банна. Поэтому у меня вопрос, как ответить молодежи на вопрос, который руководствуется аятом из Корана? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ظالمون والفاسقون. Те, кто не руководствуется истиной Корана, да, руководствуются другими светскими истинами, являются кафирами неверными. Во втором случае залимун преступниками, и в третьем случае фасикун грешниками. Если эти люди идут нам диктовать свои правила, то как мы политически будем с ними разговаривать? Языком Израиля в Газе? Или языком, например, некоторых китайских политиков в отношении там тех же уйгур? Здесь тоже дискуссия есть большая. И вообще по отношению к талибам, например, как разговаривать, как американцы с ними разговаривали? Или все-таки находить те пути, которые в свое время нашел Путин и Кадыров в Чечне? Путем, в первую очередь, религиозного диалога, который возглавил великий Ахмад Хаджи, который доказал, что вот такими аятами и неправильными интерпретациями их разжигаются террористические войны, одну из которых пытались разжечь и даже разожгли в одной из республик. Неправильные интерпретации пушистика с ЧГТРК канала Буэйсер или Магомед Арзалиев, как его. Потом с ЧГТРК канала Чингиз Милуй Ахматов, который давал там интервью, что ему всегда приходится врать, это жизненная необходимость ложь. Потом муфти, короче, вот это русскими назначенный вашими там офицер. Какими террористическими методами, которые они сейчас призывают, открыв канал в пику вот этому каналу, там Маршу, потом тот же Чингизовский канал, потом Окстаг канал в телеграммах, и где там собирают всю вот эту вот вахабню, которую здесь вы наплодили, всех как бы идеологов, и там призывают их проводить террористические акты в Европе. Про вот это говорится здесь, да? Вот это путь имени Ахмата Хаджи, Пукина. Чем там надо еще руководствоваться? То есть весь ваш террор, он налицо полностью. Кто за ним стоит, как за ним стоит. И вот эта вот фрау, которая с вами там сидит, тоже четко как Чьядарксан, как ласточка, короче, на арабском говорит. Она тоже, вот ваша политика. Чем вы тут занимались последние 20 там с лишним лет? Что здесь происходит? Да, я вот дальше. Да, я вот Северного Кавказа, в частности, в Чеченской Республике. Спасибо, извините, если я долго задавал свой вопрос. Thank you. So the question was in which language and how Таким to do this образом, вопрос следующий. Каким языком мы должны разговаривать с этими людьми? В 1993 году я была молодым дипломатом, и я участвовала в межрелигиозном диалоге между Ватиканом и Ираном. Почему это был диалог между двумя этими сторонами? Потому что здесь была строгая иерархия. С одной стороны поп, с другой стороны аятолла. В протестантской церкви нет такой иерархии, в суннитском мире также нет. С момента 1923 года, с окончания существования Османской империи, нет иерархии в суннитском мире.
Может быть, какие-то религиозные деятели с своей репутацией, например, как вы говорили, в Чечне, которые имеют влияние на других. Это очень важно. Я видела, что в Ливане, а также в Ираке во время самых сложных времен некоторые религиозные деятели или же племенные лидеры. То есть политика, о которой она там говорит, это как раз политика, которая здесь, вот я вижу, здесь в Европе протекает. Да? То есть создать авторитеты, которые будут слушаться массы. Но у нас здесь по факту что происходит? У нас происходит вот это вот способствование, содействование, создавание авторитетов, но тем самым мы здесь получили то, что за 20 лет нахождения чеченцев в европейских странах мы в десятки раз радикализировали наше общество. Как это все произошло? Это что такое здесь происходит? С чьей подачи это происходит? То есть нам здесь пытаются сделать авторитетов, которых мы будем слушать, а по сути получилось так, что собственноручно всех радикализировали, то есть вогнали в этот ИГИЛ, и потом уже там авторитеты и не авторитеты, они не работают дальше. Сначала ты способствуешь, ставишь на рельсы человека вот этих идеологий, а потом он из-под контроля выходит, потому что он четко может, как и все, зайти в вот эти вот на соцплощадки, в Google, в куда угодно, в интернет-пространство, и там сам уже найти, что правильно, что неправильно. Но уже клиент готов, то есть исполнять эти приказы, ну, предписания, скажем так. Вот что-то подобное здесь провели совместно. Пока еще что мы не можем понять хорошенько. То есть эти сидят, вот это джамбоксовские террористы, вот этот Пушистик Разалиев, вот этот же ЧГТРКшник Милоис, Чингиз, вождь Милоартерский, Масий Пушич. А? Не, еще там есть вот эти говорящие головы у них. Я из этой помойки, ЧГТРК, русская террористическая помойка, оттуда делают призывы вот против именно нас. Да? Вот мы здесь пытаемся, наоборот, с этим международным исламским терроризмом разъяснить обществу, что это, как это радикализируется наше общество, что здесь происходит. Эти нас призывают вероотступниками, там, безбожниками, атеистами, которых призывают убивать. Понимаете, как джамбоксы, как это все здесь работает? Кстати, насчет интернета, Ибраим, хочу добавить, что тут не такая однобокая ситуация, как может показаться. Ну да, типа у каждого есть выбор, какую информацию потреблять, заходя в интернет. Но в реале это выглядит немного иначе. Окар террористча, это канал Чумадил, это короче шейт наш до, это ищу, безбожник шу, вайк аман зъедешь пуешь, короче максимально вот пропаганду ведут и всячески терроризируют всех чеченцев, которые вот этот контент, просто любопытство ради хотят посмотреть. Потом, что аж бэш массу скринить, бэш, денонить, бэш, всячески терроризировать, бэш. То есть тут может сложиться иллюзия, что есть выбор, как бы какой контент потреблять, заходя в интернет. Но на самом-то деле этого выбора и вовсе нету, потому что Ацана Гучуол сейчас сразу в личку бой, он угрожает здесь, там, всячески, террористический призыв, что массу метео в Европе, берша уже часть связи был, тажим ахштает, он тажим средства шаяет, мы сами тут с ними разберемся, больше ашем был, куда Европе, берша, то есть вот всячески запутывают. Смотри, они миру преподносят, как бороться, он говорит, с терроризмом, там, с молодежью, которая там залимин, фасикин, кафирин, вот так вот называет там людей, кто
живет не по Корану, как вот с ними бороться, как там Израиль с Палестиной борется, как Вонядинок, то есть он приводит примеры, да? То есть он имеет в виду, что мы преследуем родственников, теряем их без вести, вот этим занимаемся. Это у нас такая борьба против исламского терроризма. Он хочет, это он не так хочет донести, а вообще на этом форуме он хочет такую, их вот эту вот политику просто озвучить, да? Но тут у нас что получается? Тут у нас получается, что они явно сейчас скинули маски, явно вот эти террористы из ЧГТРК напрямую, задействовав там вот эти все телеграм-каналы, они сидят и призывают к террору, преследованию там родственников, близких, кого угодно, против атеистов, там каких-то безбожников, коими они нас называют, шаори, да, атеист, безбожник, но тем не менее, они под этим соусом как бы всю вот эту террористическую вахабню пытаются настроить, понимаешь? И еще там как бы родственников там будем там преследовать 5-10, то есть об этом постоянно говорят. То есть вы понимаете, да, как вот русские террористы, как русская вот эта система, русский мир, как он действует. То есть как они как бы хотят сказать, что они с исламским терроризмом борются, а тут у нас явно же налицо все, как бы там наизнанку вывернуто, да? Кто на самом деле за исламским терроризмом стоит. И если ты хочешь его открыть глаза на этот исламский терроризм общественности, они тебе то же самое, как бы, те же самые, скажем так, меры против тебя, террора вот этого там, угроз и так далее, призывов там уничтожить, там убить там и так далее. То есть против тебя этот же русский метод применяют. Но они при всем при этом миру сидят и говорят, мы как нам надо, короче, против террористов бороться. Я вот как раз аналогичная ситуация Каринасуну Куманарса админнан в личку видео хаятна он дисайд давать это было дикардар. Просто вот они амабар, они вот специально Кстати, да, ты хочешь, да. Но это я мысль придержу, пока это видео домашнее, тогда расскажу. В какой стране мы в какой стране мы должны жить и какую страну хотелось бы видеть, в принципе, все, чего ты хотел. Но не добили, Тин, не добили. Почему? Я же был с офицерством всегда, и я требовал добить чеченов. То есть вот как говорили, чтобы вывести всех, кто воевал вообще за периметр Грозного. Нет, у меня очень короткое, я могу перечислить свои все меры. Они вполне такие демократические, например. В целях не допустить контакта чеченцев с террористами, выселить всю Горную Чечню. С целью хорошего образования чеченских мальчиков забрать их всех в Суворовские училища. А желательно, я тогда говорил под грохот пушек, вообще залить напалмом и сжечь. Вот не добили. Я сейчас с офицерами встречаюсь, и офицер говорит, придется в 3-й раз сходить туда. То есть, как вот тогда показывали сюжеты со второй кампании, где все говорили, обращались к правительству, что дайте дойти до конца, ты считаешь, что вот сейчас... Не дошли. Подожди, все равно относительное, скажем, спокойствие, и все равно мир, и все равно порядок. Не наш порядок. Не наш порядок. Слушай, получается, это... Шаманова, президентом Чечни, Шаманова. Шаманова на всех не хватит. Вот смотри, хорошо бы. Сейчас Южная Осетия, сейчас Абхазия, понимаешь, уже одного Шаманова на всех не хватит. Шаманова же есть люди. Есть люди, еще не поделившие колбасные заводы, как Казанцев там со своими какими-то женщинами делил сосисочные заводы. Есть какие-то генералы-то. А зачем, Сережа, вот объясни. Вот смотри, если бы, вот у нас 0,8, да, получается, то что, надо было доходить до Тбилиси? До Тбилиси... Я сейчас объясню, понимаешь? Я знаю, извини, хочешь, я тебя обидел? Нет, я не хочу. Что я хотел сказать этим видео, и ровно счетом то же самое стратегии моей цели использовать. Я говорящий голова бы,
измаятивай проблем. Это просто вот специально от Кремля чукущел выпуск сейчас отредактировать яш. Гуэшен ногче харюшен шун йол опасность. Тояшен то Кремля аж беж дэшен то героишн. Если бы не мы, как сдерживающий фактор, то вас бы, чеченцев, не стало бы. Вот такие люди вас бы с лица земли стерли бы. И камилочтер, я сейчас героиш полчаса, да, выставлять ситуацию. Ровным счетом и мою это аж был террорист. То есть они вот подсылают всякую вахабню террористическую сюда, Европу, самих себя, да, спущестинки хуляешь, трудастич радикалист чушбой вахабис чует Европе аж беш ичкериюч бусал день искажать даш. То ровным счетом то же самая ситуация. Сейчас так интердош, да, сейчас так героиш даш. Таким образом, я знаю, чёрсом бяхнул билаш. И да, и машка прокрутить админ. Покажи нам Машку, как это все сейчас работает. прибегают с теми проблемами, которые создавали сами в 90-е годы на нашем Северном Кавказе. Заберите, говорят нам западники, тех, кого они же сами тогда в пику нам принимали у себя как героев, давали виды на жительство, пролонгированные визы или сразу гражданство с паспортами, выделяли пособия, называли борцами за демократию, свободу, прокручивали на всех площадках общественно значимых. А теперь прибегают и говорят, заберите, пожалуйста. Ну, пожалуйста, редко говорят. Просто заберите. Мы не знаем, что с ними делать. Мы слышали, у вас есть возможность как-то на них оказать влияние. Ну, подождите, вы же сами у себя в Западной Европе, в Северной Европе создавали буквально анклавы диаспоральные, собирая там отъявленных террористов, или пособников террористов, или людей явно экстремистских воззрений. Вы сами создали питательную среду для размножения этой идеологии. Мы-то тут теперь при чем? Вы же нас тогда 10 лет буквально терроризировали своими оценками происходящего на Северном Кавказе, говоря о том, что мы там якобы душим свободы. Интересно, правда? Будет так же... Видишь, вот так вот это все работает. То есть вот эта вся система, да, представь, куда сейчас радикализировать через вот эти площадки, через Абу Халидов, через Абу Маликов, через всю вот эту вахабню, через Милуй, там, через Ницер, короче, через Басханов, через Масханов, Охуз Австрия, Болармол, Ниши. Сейчас вахабистизировать, сейчас общество. И этому еще как бы подыграли здесь на месте, чтобы создать авторитетов, которые будут слушать. А теперь в итоге получилось у нас что? Получилось то, что мы вас же предупреждали, Боже. А вот эти сами бубузяны, которых нам наплодили здесь, вообще не поймут. Вауша, что, да? Вауша етлуш, что, пьяна етлуш, куда? Робач санлиевш. Просто, Ибраим, это с гайтаного видео, ты просто вот не представляешь, сколько людей на это клюют. И, то есть, да, там первая реакция, это острые, да, это эмоционально, то, что, ну, вещи, которые он говорит, это, ну, ужасные вещи, да, согласен, но на это, что остро реагировать, видеть как-то, как бы какие-то личности, да, идешь мобы, Кремль, они создают нам антагонистов, каких-то личностей, чтобы на них указывать пальцем, говорить, вот, Ушбушен,
вот мы их сдерживаем, чтобы они вас не убили. Мы герои, мы типа буферная зона сдерживающий фактор этих жестоких людей. Антагонист создавать пять искусственным образом. Внушают людям, что есть вот эти плохие русские, а мы вот хорошие русские в Кремле сидим. Как бы за чеченский народ тут души отдаем. И им видите, создавать еще иллюзии с такими вот передачами, с такой вот провокацией и так далее. Просто люди ведутся на это и даже мозг включить течайный, халум мадецер. Тут дискуссия идет в комментариях. Так, вот это гость Теша. Свобода вещь дорогая, чтобы добиться ее дешевой ценой. Это цитаты. Так, Теша, для тебя быть свободным или быть рабом одно и то же. Теша отвечает, чеченское государство не равно свободе, я имею в виду. Ну, свобода, вот, и понимание свободы, это тоже как бы неправильно сейчас. В частности, у русских понимание свободы, оно очень хромает. Когда речь идет о свободе, это не равно вседозволенность. Свобода – это когда ты свободно можешь там, в своем государстве, на своей территории нормально говорить на своем языке, придерживаться своих там, культурных ценностей, быть хозяином там, своему имуществу, своей судьбе, какую-то иметь перспективу стабильную, вообще в целом стабильность иметь. Но твоя свобода, она действует, это как бы во всем мире это понимают, что твоя свобода, да, вот вообще свобода, ее понятие, она, у нее есть граница, она ограниченная. И твоя свобода заканчивается, ее граница заканчивается в том месте, где начинается свобода уже другого человека. То есть, киечун свободчу, шахед ялуряцвек. Если мы говорим там о какой-то тирании, там, диктатуре, то это уже свобода, полная свобода какого-то одного тирана, да, у которого вообще нету границ на определенной территории. То есть он один имеет полностью вседозволенность, а все остальные просто выполняют его команды, там, приказы. Мы не об этой свободе говорим. Мы говорим о свободе, когда твой народ сам может саморегулировать, сам может жить по своему как бы самобыту, абсолютно, который расходится, да, там, культурно, ментально, я не знаю, исторически, с вот этим вот русским, в частности, образованием. То есть абсолютно другая среда, у которой которые не отошли от вот этого крепостного права, где у них барины, там, которые сами знают, как жить, как нам правильно нами руководить, скажем так. У нас чуть-чуть по-другому, ну не то, что чуть-чуть, у нас кардинально по-другому вообще вот жизненный уклад. И свобода – это опять-таки не вседозволенность. Тут Теша, наверное, вот она боится, что эта свобода окажется не в правильных руках, скорее всего. То есть, если вот дать какой-то массе людей голосовать, ну, промытой массе людей исламским терроризмом, то они, естественно, проголосуют за какую-то очень неправильную форму правления, за какую-то шариатскую партию, возможно. То есть для начала нужно убедиться, что мы готовы к этому моменту, что мы как бы видим в народе понимание, за что они голосуют, чего они на самом деле хотят и вот так далее. Ну, именно вот проинформировать всех.
Просто тебя сложно, тише. Представь себя вот в заключении каком-то, в какой-то тюрьме, да, где ты находишься. Есть у тебя возможность, да, если ты в европейской какой-нибудь тюрьме себя представишь, там у тебя еще есть какие-то права, свободы, медицина, там, 5-е, 10-е. Ну, представь себя в русской тюрьме. Ты и у тебя нету свободы, ты не можешь абсолютно в этой неволе как бы. У тебя есть, конечно, планы какие-то, видения, там, туда-сюда, но тебе вот этот, который там пупкарь ходит за клеткой, он тебе говорит, а ну сел, короче, там, а то сейчас там наряд сюда закинем, на место тебя посадим. То есть в этой ситуации ты будешь там со своими мечтами жить, вот, короче, я бы хотел там исламизацию или деисламизацию, или я хотел бы там развитие какое-то, учебную, там, я не знаю, систему, медицину, там, 5-е, 10-е, и какие-то романы писать в книгах, там, сидя за решеткой. Вот что-то подобное в нашей ситуации. То есть ты не являешься когда хозяином, твой народ, у тебя есть хозяева, то есть у тебя есть вот эта вот титульная нация, которая тебе говорит, как жить, что есть, что пить, там, куда ходить, сколько мечетей строить. И полностью, вон как в Телеграме мы сейчас говорили про откаты там какие-то, да, вот эти финансирования, которые туда вливают, потом делают откаты. И вот эту русскую систему там финансовую, ей приучают, короче, и местное население. Вот эта система нам нафиг не нужна. Нам нужно демократическое общество, вот, которое, скажем так, близко к нашему менталитету. Нам нужен демократический уклад, когда там народ участвует полностью в своей судьбе, контролирует все и сам решает, что там ему принимать, что убирать, что где будет лежать, на какой полке. Как тут дальше, даже если мы станем государством, народ, то будет уже религиозным. Ну, будет религиозным, но у нас есть возможность это контролировать, когда мы сами себе хозяева. А когда тебе по башке бьют дубинкой и говорят сидеть смирно, короче, и мы тебе сами скажем, когда тебе быть религиозным, насколько тебе быть и так далее. То есть и не из понятия цехелар доунез, вот дальше тут пишет тоже, не лучше сначала изнутри человека очистить от понятия нохчи равно ислам, чем сначала политика. Ну, во-первых, если мы от этого дебилизма не отойдем, никакой политики у нас никогда не будет. Но от этого полностью уйти мы тоже не сможем никогда в жизни, потому что у нас большая часть населения находится в плену этой политики. То есть, где нам полностью насаждают. Вон собираются на форумах всякие там идеологи, джамбулаты, вон с Австрии фрау всякие туда приезжают, арабоязычные и прочие, короче, вот эти идеологи там с Саудовских Аравий, отовсюду собирают их и разрабатывают нам, короче, как бы жизненный уклад. От тебя там ничего не будет зависеть. Сколько бы ты там не мечтал бы в своей голове, я хотел бы, чтобы вот так было или сяк было, ты не можешь ничего изменить. Вот сегодня мы, даже видя вот эту информационно-просветительскую деятельность, нам открытые террористические угрозы, то есть из русских открытых вот этих официальных источников, русская помойка ЧГТРК,
они открыто призывают здесь будулаков в Европе как бы делать террор, да, там против нас. И там на месте грозятся, короче, там вот кто с нами тут общается, там родственников, у кого есть там родственники дома, там с ними расправляться. То есть и как ты что в такой ситуации? Это здесь еще понятно, ты где-то будешь дергаться, там что-то пытаешься, как мы что-то пытаться делать. А там в тюрьме ты попробуй туда, в тюрьму пойти, там попытаться что-то изменить. То есть без свободы, без вот этого своего там дома, своей крыши над головой, без возможности собственно управлять собственной судьбой собственного народа, ты как бы последовательность не святся, как учу, мы сами себе враги, нам другие и не понадобятся из-за разногласий в религии. Ну, да, вот когда это было, пару дней назад, в Телеграм к нам в канал заходил такой тоже, короче, пропагандист Сакар Шам. Выпускник, по всей видимости, Русского института дружбы народов. Патриса Лумумбы, там есть такой. И вот этот вот Сакар Ашам, он нам разъяснял, что без религии вам будет плохо. И потом по ходу нашего разговора я ему аккуратно отметил один момент, что после того, как их сирийцы, короче, сирийские женщины, в частности, приехали в европейские страны, тут вдвое, короче, повысили, короче, выпуск сигарет. У вас тут как паровоз курят, как в Оларцунах, Кеттенраухен, Оларцунах, как цепочка, да, ходят вот эти женщины в хиджабах, здесь курят, короче, у нас такой культуры нету. И он потом начал отползать там под корягу, типа, у нас не все такие, у нас 17 течений, он мне говорит, дебил, пытаясь убежать от вот этого факта, с которым я его, там, перед которым я его поставил. И сам себя закопал, да, как бы раскрыв истинное состояние там, сирийцев на сегодняшний день, говорит 17 течений у них. И вот эти 17 течений, я не знаю, эти чуваки, грубо говоря, они нам предлагают. Делать нам еще нечего, на 17 течений делить свой народ. Це решаю Бюхал Шатилович. Но пока мы все равно не станем хозяевами там, своей судьбы, пока мы как бы не осознаем вот это все и свою территорию не освободим, мы всегда будем подвержены вот этой вот, скажем так, идеологической, там, радикальной, исламистской, ну, исламской в целом, да, вот этой, ну, вот этого огня такого постоянного пропагандистского, который на нас будет постоянно вести вот эту атаку. Пока, вот, если мы возьмем государства европейские, здесь есть спецслужбы. Эти спецслужбы, они заинтересованы, чтобы в их обществе, в их среде не распространялся радикализм.
Но вот в случае с нами у нас нету своего государства и своих спецслужб. Вот если мы понаблюдаем за представителями других национальностей, там, будь это представители там, балканских каких-то стран, будь это представители там, Турции, там, арабского мира, у них за спиной есть свои государства, которые точно так же борются в государстве против вот этих идеологий, против там, исламистов, которые вот, пытаются там, пропагандировать политический ислам в среде народа. И эти государства, они контролируют, их спецслужбы контролируют постоянно вот эти все, скажем так, там, закулисные какие-то попытки вот, пропагандистов, да, их народ, как бы манипулировать их народом. И они, соответственно, совместно работают там с европейскими странами. Как бы все страны, они в связке действуют против вот этого международного исламского терроризма, в частности. И когда вот в Европе проживают представители этих стран, они, если там какое-то за ними, скажем так, подозрительное что-то замечают, да, сразу совместно это информируя, да, там места, откуда они приезжают, уезжают, и как-то сообща работают и пресекают это по максимальной возможности, пресекают, ликвидируют вот это. А вот в нашем положении абсолютно другое. То есть у нас мы совершенно бесхозны, потому что у нас за спиной стоит русское государство, которое является автором русского, вообще международного исламского терроризма. То есть это их сценарий, то есть это их политика. Это они в данный момент полностью этим пользуются. И они на Ближнем Востоке эту карту использовали, они и в Афганистане ее используют, они и у нас на Кавказе. То есть это они соавторы этого, да, там, они заказывают это ближневосточным своим партнерам, эти идеологии, те их разрабатывают и вещают их 24/7 на нас. Надо иногда тут видеоролики вставлять, чтобы каким-то этим голословным здесь, каким-то, я не знаю, конспирологические какие-то эти, чтобы не казались здесь, что я высказываю, я там другие. Надо время от времени эти ролики сюда вставлять тоже. То есть за нами стоит Русская Федерация, которая заказывает, наоборот, это дело, и те, с кем они потом будут работать здесь, в европейских странах, они им будут точно так же наиб делать, то есть их будут облапошивать. И наоборот, пользуясь вот то, что с нами как раз и происходило вот эти там уже пару десятков лет. То есть нас наоборот, через эту русскоязычную там, среду, нас именно через это аккуратно посадили на волну радикальную, там, исламистскую. И вот изювая проблема. Это из-за того, что у нас отсутствует государство и компетентные органы нашего государства, спецслужбы, которые заинтересованы, у которых патриотические взгляды, настроения, которые не хотят, чтобы их народ полностью использовали, да? Чтобы их как бы на чьей-либо геополитике, чтобы нами манипулировали. И они, будучи заинтересованы, будучи частью этого народа, будучи там их потомки в перспективе должны тоже в этом народе жить, и им потом самим с этим всем сталкиваться в будущем. Поэтому эти спецслужбы, там, нашего государства, наши чеченцы, они вот как бы пытаются это предотвратить. Вот только такой какой-то сценарий возможен, эффективно может работать. Так, админ ролика с Датосу.
Так, что-то у нас спикеры все засыпают, либо что-то там происходит непонятное, что я не пойму, либо никому интереса нет. Вообще болчух тередец, а не окулха. Так, язычан. Я всегда кайснул, и гуерса. Полной версии солнца, как может, я Мегис прокрути вот этот момент. Как идеологи работают совместно. Ищите проблемные и дискуссионные темы, в которых есть разногласия. Оставьте эти дискуссионные темы ученым и обладателям знаний, и не поднимайте их среди простых мусульман, поскольку простой мусульманин не понимает эти темы. Простой мусульманин хочет лишь, чтобы ты побуждал его совершать молитву, выплачивать закят, поклоняться одному Аллаху. Это то, в чем нуждается простой мусульманин. А поднимать среди простых мусульман вопросы, которые приведут их к взаимной злобе и ненависти, это из деяний шайтана. Шайтан желает разобщить и разъединить мусульман. Таково мое наставление каждому, у кого есть страницы в интернете. Будь призывающим к благу, будь ключом к благу и не будь ключом к злу. Не становись причиной споров и разобщения. Таково мое наставление каждому мусульманину, которому Аллах Азза ва Джаль даровал известность и у кого есть страницы и много подписчиков. Там еще должна быть версия полнее, чем это. Аккуратно заряжают вот этих людей и объясняют им, как правильно чеченцев подсаживать на это дело. Сразу им не говорить какие-то вещи, какие-то дискуссионные темы, какие-то провокационные темы, их обходить и потихоньку, аккуратно, закачивать. Да, такие чергайеры видео, да, из там была еще полная версия. Ну, был чухтердец, как бы адвитеруясь. Короче, есть ситуация. Такая ситуация, вот так вот мы находимся под этим. Скажем тому, кто называет верующего мусульманина суфием мушриком, из-за того, что он прочитал зикр в группе людей, ты ошибся. Да, и зовем. Это тоже. Заблудился и поступил неправильно. В этом вопросе ты считаешься преступником и причинившим вред своему брату-мусульманину. И в судный день он отомстит тебе за эти слова. И второму мы тоже скажем: «О тот, кто назвал своего брата вахабитом муджассимом из-за того, что тот признает сифаты Аллаха, ты тоже заблудился. Заблудился, совершил преступление против него и причинил ему несправедливость. Ты будешь спрошен за это в судный день, будешь поставлен перед ним, и он отомстит тебе за эти слова, которыми ты обозвал его». Эти прозвища и эта вражда — это от шайтана. Когда есть реальное разногласие в каких-то шариатских вопросах, то оно решается не враждой, оно не решается возвышенными тонами, оно не решается спорами и препирательствами, оно решается доводами и разъяснением. Всевышний Аллах сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «Будь ты грубым и жестокосердным, они покинули бы тебя». Хотя с тем, кто хорошо не вникнул, ничего важного есть. Чисто вот как это русские заказывают у своих братьев арабских, ближневосточных, как они потом совместно эти идеологии разрабатывают, как они делают вот этот подход, да, к нам, как, чтобы мы как бы правильно это, лучше это приняли, да, как бы, как нас получше усыпить, как нам лучше это преподнести, вот, четко, хадуич душунцу, и чисто тут вы можете посмотреть, зикры, это чья тема как раз.
Скажем тому, кто называет верующего мусульманина суфием мушриком, из-за того, что он прочитал зикр в группе людей, ты ошибся и заблудился, и поступил неправильно. В этом вопросе ты считаешься преступником и причинившим вред своему брату-мусульманину. И в судный день он отомстит тебе за эти слова. И второму мы тоже скажем: «О тот, кто назвал своего брата вахабитом муджассимом из-за того, что тот признает сифаты Аллаха, ты тоже заблудился. Заблудился, совершил преступление против него и причинил ему несправедливость. Ты будешь спрошен за это в судный день. Будешь поставлен перед ним, и он отомстит тебе за эти слова, которыми ты обозвал его». Эти прозвища и эта вражда — это от шайтана. Когда есть реальное разногласие в каких-то шариатских вопросах, то оно решается не враждой, оно не решается возвышенными тонами, оно не решается спорами и препирательствами, оно решается доводами и разъяснением. Всевышний Аллах сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «Будь ты грубым и жестокосердным, они покинули бы тебя». Короче, вот так это все работает. И игнорирование всего вот этого мелочего, что игнора, и сама сун, все равно совал мавиз. Клянусь Аллахом, клянусь мамой, вон ешмау. Шарвек шутад махвелин маду, таунядин маду. Аллах, хир мадиез бор. А мелочего, тизарах, а иху удицарах. Хер бол он тебя бешка, карсацу шбат. А мелочо 1000 колодец яха само. Хай, короче, я последний хочу хаях, а Сомали там, любой, короче, беда, Уганда, Руанда, короче, сейчас перекопать, да, хер бол он карсацу шбат, просто и даха душу масана. هنزي خالد فولايجا ويدا مخيتين شوختر دوتر ساقي موتروليتي جاهن سواخا انسون متن раз таракировкшеш. Кто лучше, короче. Как бы кто повнушительный, кто похитрее, да? Субхан Аллах. Эти все качества подходят для тебя, потому что ты являешься кафиром. Аллах в Коране назвал «Иннамаль мушрикуна наджас». Поистине язычники, мушрики являются грязью. Все, кто не мусульманин, он является мушриком, и мушрик является грязью. Аллах тебя так назвал. Не я, ни другой. Можно ли жениться на двоюродной сестре дочки? Да, можно. Чтобы вы знали. Многие говорят, как это можно делать, как это... Вы пренебрегаете религией Аллаха Субханаху ва Тааля. Многие соседние республики Дагестана говорят, у нас это невозможно, как это можно делать? В Дагестане некоторые села говорят, это невозможно, зачем, как это можно? Это религия Аллаха Субханаху ва Тааля. Если невозможно было бы, пророк не сделал бы это. Пророк обоих своих дочерей отдал замуж за двоюродных братьев. Это были оба сыновья Абу Лахаба. Оба за двоюродных братьев отдал. За своих двоюродных братьев. Они были двоюродные братья пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Фатиму отдал за двоюродного брата пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился на двоюродную сестру свою, Зайнаб бинту Джахш. Из этого говорит, как это можно? Это наша религия не делается эмоциями. Наша религия – Коран и Сунна. И самые лучшие, которые те деяния делал, которые делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Если даже в нем было бы наименьшее что-то запретного, или же непристойного, или же неподходящего, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это не делал бы. Пророк и его семья, Аллах субханаху ва тааля, выбирает на лучшее состояние. Из этого вот наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после этого тоже говорит, как это можно и пренебрегать этому, и ругать этого, как многие азиатские страны тоже, которые это распространилось, что это запретно.
Вы не уверили полноценно пророку, саллиллаху алейхи вассалям. У вас неполноценная религия. Аллах в Коране говорит, «Удхулу фи ссильми каффа». Вы заходите в религию полностью. Не часть, который вам нравится взять, который не нравится оставить. Полностью надо в религию заходить. И любить то, что который принес нам пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Aynen bak bu uçuyor. Почему Интересно. Цоин Свич, он сейчас объяснял, что пророк отдал своих двух дочерей за сыновей Абу Лахаба. Абу Лахаб сура чуа, целая сура, духцу над весен. И чуа увичу, жюра чу, херу туда и сюда. И чун шикан бусал пхала, я не пойму. Вот Абу Лахаб. Почему ислам дозволяет женитьбу на двоюродной сестре, если это приводит к рождению слабых и безболезненных детей? В первую очередь, если таком это 100% доказано было бы, что именно болезненных детей рождаются, это не дозволило бы. Из-за этого нет никакого даже порицания малейшего, что для двоюродных братьев и сестер нельзя жениться. И некоторые, что именно болезненных детей, безболезненных детей. В первую очередь, если таком это 100% доказано было бы, что именно болезненных детей рождаются, это не дозволило бы. Из-за этого нет никакого даже порицания малейшего, что для двоюродных братьев и сестер нельзя жениться. И некоторые народы говорят, как можно жениться? Она же моя. Нет, не твоя сестра. У нас в мире не наши обычаи, не наши традиции. Наша мера, ислам и деяния нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Первые дочери, два дочери пророк, саллиллаху алейхи вассалам, отдал за своих двоюродных братьев. Первые два дочери. За сыновей Абу Лахаба два дочери было за пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Потом они развелись. Потом свою дочь отдал за свою двоюродного брата. Потом сам женился на двоюродную сестру. После этого говорит, что это будут слабые дети. Хасан и Хусейн, господине, молодой рая, они были сильными. Это то, что говорится, они будут рождаться слабыми, недоразвитыми дети. Это отношения не имеет, валлаху а'лям. Дочь Gente, Abu Lahab и Абу Лахаб щичу из пророки. Вот Абу Муталиб, дедушка пророка, цунтяхя наху, из-за Курайш наху, из-за Рау, короче, Ахер, дед новый, самый чего и дальше, короче, дальше пештигаху. Вот деду лават, то пророки пахальницы Абдулла Тилардуй, раб Аллаха. Чего ёх знамение, ёх Аллахир. Как поддерживать родственные связи с двоюродными сестрами? Можно ли мне им писать? Спрашивают, как дела. Они мне же не махами, значит, с ним не общаться. С ним нельзя общаться, уединяться. Надо с ним общий. С их братом, когда есть общий салам дать. Когда по праздникам, если она замужная, к ним зайти, вместе, когда его муж есть. Таким образом можно. А так к ним звонить, общение делать с ним, разговаривать с ним, близкое отношение делать, это является харамом. Аллаху а'лам.
Один вопрос. Дозволяется ли брак между детьми, например, двоих родных братьев? То есть два родных брата, у них дети. То есть между собой у двоюродных, например, брата и сестры дозволяется ли между ними брак? Да, дозволяется. То есть в книгах фукаха нет нигде указания на запретность этого. Наоборот, есть указания общие на то, что это дозволяется, не входит в мухаррамат, то есть запретных видов браков. В частности, шейх Ибн Хаджар Аль-Хайтами в своей книге «Тухат аль-Мухтадж» приводит такую, как бы общую такую ибару. Он говорит, чтобы, когда мы все хотим под общее правило вести, всех запретно и дозволено в браке и родственников, то мы должны так сказать: «Яхраму куллю карибин», запрещен каждый близкий родственник, «илля ма дахала фи валади аль-умумати валь-хуулати», кроме тех, которые входят в брак между детьми, дяди, да, со стороны матери и со стороны отца. То есть здесь входит что? Дяди со стороны и тети со стороны матери, также дяди и тети со стороны отца. То есть их дети между собой в браке будут дозволены. То есть, например, у кого-то отца есть, например, сестра и брат. И у этого брата, у твоего отца, у этого дяди, у этой, например, у тети твоей есть девочки. И дозволяется тебе вступить с ними в брак. То же самое и со стороны матери будет. Например, если у твоей матери несколько братьев и несколько там сестер, у них есть девочки, мальчики, то между ними брак дозволен в шариате. Нету текстов, которые бы запрещали это. Аллаху алям. Если я усыновлю мальчика или девочку, я могу их называть сыном и дочерью, и чтобы они называли меня отцом. Являюсь ли я махрамом для дочери? И после совершеннолетия нет, не являешься ты махрамом, они не становятся тебе сыном и дочерью. Ты можешь их воспитать. Но когда они вырастут, если эта девочка тебе харам с ней уединяться, даже ты можешь на ней жениться, она чужая. И также, если мальчик вырастет, ему харам и твоей жене харам уединяться. А если ты хочешь, чтобы тебе харам не было уединяться, если у вас есть ребенок и твоей жене есть молоко, если этот ребенок выпьет 5 раз досыта молоко твоей жены, тогда он становится вашим молочным сыном. Тогда ты для нее махрам. Если у вас ребенок не получается и нет молока для жены, например, если у твоей сестры есть молоко, если у нее он выпьет, этот ребенок, 5 раз досыта, тогда тоже она становится для тебя племянницей. Тогда тоже для нее ты махрам. И также, если у твоего брата, жены есть молоко, если он кормит 5 раз, тогда тоже он для тебя становится племянником или племянницей, и для твоего брата, для твоей сестры они становятся детьми, у кого она этот молоко выпил. Таким образом можно. А так, как уважение к тебе, чтобы они называли отец и мама, можно. Но чтобы они знали, что они не являются твоими детьми. Потому что ты их не отец и не мать. Известно, что отец мужа является махрамом для девушки, для жены. Однако, если у мужа есть отчим, да, то есть, человек, который был мужем его матери, является родным отцом, является ли этот отчим махрамом для девушки? Нет, он не является махрамом. Он не является махрамом для жены пасынка. Nauczyciel, что jest albo realizację się swojego nauczyć. صعوبة كان طبعا وأربعة شتوك كان شيء اللي يبغى Эти люди на самом деле, они просто пыль в глаза кидают, представляют так, как будто бы ночью بقي دبي بستقيتها وشا ديك وش مديت وانا بصور ايوه سمشي ويغيتان شيشيتي ну не все это так. На самом-то деле дик уали например цана гор плюш цигада моден цаши чигёрите хайя эн сосайши чигёрчева дета тючм холс таймшин дикасрис ну яхчи инс بيش خرجت خبيش حنس خردو خدا جد عسق أحتهم خلا حنس خردو شايت آخر بقش
Поздам, да? Ну, и что, например, беш, что я хочу, храми чахарду. Шайдец, ахарду, хазана гейн хадат, хадак иссар дат, беш, цахун дойнаш хадат. Бег ахарду, уже, са проблем, хрят, сон. Гехайо. Сосайши чигахчува, деца птючим холодца. Сосайши чигахчува, деца птючим холодца. Сосайши чигахчува, деца птючим холодца. Дыч has that, ну, выгодным, да, если что. Полностью выгодным, да, цундел, самый дик моду, например, чё, за предуезул хулишуешт, например, прикантух цаны. Что дает цакантуй, цюнкантуат, цюнга ух, ви вещи, юари бахкве сразу изут. Так вообще дебар душу. Чё выгодно хер душу, дуезул шай вообще, чё хасо цару, пасунне хер до из, короче. И как массу эго, что Аллах резал чего херу. Дома дать себя, Мурта чиндик цахиет мэг. Так, бусол дня. Пасунный, доказишь. И цади яшвек уже муртади, мурзилки, фасики, зиндики, короче. Сейчас арбой, короче. 12 миллионов. Думаешь, что ты применить, да, штуку? Что я за арбой разобрать ее сейчас слайбу сам чуть. Соба архаян, талан вай арбой шток, кан щичели любая соба. Арба, кстати. مجين دبي بستقيتها وشا ديك خوش مديت وانا بصور لا سم شيء ويا غير شيء ну не все это так на самом-то деле дик ойлешин дик ойлевый например цана хор плюс цигада моден заши чигёрите хайо эн сосайши чигёрчува деца птючим холодца тамшин дикасрис ну я хочу инс بيش خرجي تخبيش حنس خردو تخداج دعس قاعد هم خلا حنس خردو شايت آخر بقش قصدم دات إنه إيش تخوغ например بيش تو يخوش خرامي خردو شايدات آخر دو خزانا جين خردات هاد قيسر دات بيش تعاهم دونش خردات بيج آخر دو قش وجه صعب problem خريات بسون И вообще по-любому здесь хайрин тоже бег дехка улк. Так, Мичабу имамш Муджевич. Та он кымастол шуат суй кучуас спикер чуэ. Dos
спасется от огня? Женщина-проститутка, которая молится, или мент, который также молится? Прелюбодейка, который просит днем милость Аллаха и, например, даже читает намаз, хотя что-то маловероятно, ну, допустим, такое тоже есть. Если она верующая единобожница, Аллах может ей простить, как я только что я говорил, за то, что собаку напоила иудейка, прелюбодейка, Аллах простил ей грехи за один поступок благородный, праведный. Но менту, который читает намаз, Аллах может не простить, потому что само служение Тагуту, она противоречит ля иляха илляллах. Это куфр. Свобода хадис достоверно, думаешь, один царевна. Что это? Кто спасется от огня? Женщина-проститутка, которая молится, или мент, который также молится? Прелюбодейка, который просит днем милость Аллаха и, например, даже читает намаз, хотя что-то маловероятно, ну, допустим, такое тоже есть. Если она верующая единобожница, Аллах может ей простить, как я только что я говорил, за то, что собаку напоила иудейка, прелюбодейка, Аллах простил ей грехи за один поступок благородный, праведный. Но менту, который читает намаз, Аллах может не простить, потому что само служение Тагуту, она противоречит ля иляха илляллах. Это куфр. Моча и навоз коровы, моча и навоз верблюда, а также моча и навоз всех животных, мясо которых разрешено к употреблению, считаются чистыми. Поэтому молиться в такой одежде допустимо, в этом нет проблем. Навоз тех животных, которые кушают мясо, например, верблюд, корова, баранин и остальных, их навоз является для намаза чистым. Имеется в виду, если даже одежда будет. Субханаллах. Эти все качества подходят для тебя, потому что ты являешься кафиром. Аллах в Коране назвал «Иннамаль мушрикуна наджас». Поистине язычники, мушрики являются грязью. Все, кто не мусульманин, он является мушриком, и мушрик является грязью. Аллах тебя так назвал. Ни я, ни другой. Да, жалко, лет, сахих муслим, шаду, как панду, цанна сагу, укшинный чуа, зудю. Элички чуда теснак, антадуэлла, и балаболу, и загейтен. Белорис, костекский вать, если ребенка покормили грудью бош. И ролик их изахватей, и балабол хилар, дагой тердун, хоть хадису. Как поддерживать рост? Почему ислам дозволяет женитьбу на двоюродной сестре, если это приводит к рождению слабых и безболезненных детей? Если я усыновлю мальчика или девочку, я могу их называть сыном и дочерью, и чтобы они называли меня отцом. Являюсь ли я махрамом для дочери, и после совершеннолетия нет, не являешься ты махрамом, они не становятся тебе сыном и дочерью, ты можешь их воспитать. Но когда они вырастут, если эта девочка тебе харам с ней уединяться, даже ты можешь на ней жениться, она чужая. И также, если мальчик вырастет, ему харам, и твоей жене харам уединяться. А если ты хочешь, чтобы тебе харам не было уединяться, если у вас есть ребенок, и твоей жене есть молоко, если этот ребенок выпьет 5 раз досыта молоко твоей жены, тогда он становится вашим молочным сыном. Тогда ты для нее махрам. Если у вас ребенок не получается и нет молока для жены, например, если у твоей сестры есть молоко, если у нее он выпьет, этот ребенок, 5 раз досыта, тогда тоже она становится для тебя племянницей. Тогда тоже для нее ты махрам. И также, если у твоего брата, жены есть молоко, если он кормит 5 раз, тогда тоже он для тебя становится племянником или племянницей, и для твоего брата, для твоей сестры они становятся детьми, у кого он этот молоко выпил. Таким образом можно. А так, как уважение к тебе, чтобы они назвали отец и мама, можно. Но чтобы они знали, что они не являются твоими детьми. Потому что ты них не отец и не мать. Яш бутсо. Дайе имачнас. И ваш он дайе этнека хайяла, цуте хагойту. Ребенок. Эцгуэн.
Глава 7. Кормление грудью взрослого. Так и написано. — 3600. Сообщается, что Айша сказала однажды Сахля бин Сухлайль пришла к пророку, да благословит Аллах, приветствую, и сказала у посланника Аллаха: я вижу по лицу Абу Хузайфы, что ему не нравится, когда Салим заходит к нам. Пророк, да благословит Аллах, приветствует, сказал: покорми его грудным молоком. Она ответила: как мне покормить его грудным молоком? Ведь он уже взрослый мужчина. Тогда посланник Аллаха, да благословит Аллах, приветствует, улыбнулся и сказал: я знаю, что он взрослый мужчина. Архуза придумать деньчун полностью. Шайну куил сардам бахка чухажда шайну угдам мегердушун. Уметта сахих муслим. Вахи инхнядинак покормить маленького молоком ребенка. Стыдно им за свою сунну. Каюцукела, версия 3601. Сообщается со слов Айши, что Салим, вольноотпущенник Абу Хузайфы, жил вместе с Абу Хузайфой и его женой в их доме. Однажды она Сахля бин Сухайль пришла к пророку, да благословит Аллах приветствует, и сказала: Салим достиг совершеннолетия, став мужчиной, и узнал о женщинах то, что знают взрослые. Он заходит к нам, и я думаю, что Абу Хузайфе не нравится. Тогда пророк, да благословит Аллах приветствует, сказал ей: напои его своим грудным молоком, и станешь запретной для него, а от Абу Хузайфы уйдет то, что он испытывает в отношении него. Спустя некоторое время Сахля снова пришла к пророку, да благословит Аллах приветствует, и сказала: я напоила его своим грудным молоком, и то, что испытывал Абу Хузайфа, ушло. Так, следующий. Сообщается со слов Зайнаб бин Саляма, что Саляма сказала Айше: поистину к тебе входит этот юноша, 3603 доллар, достигший совершеннолетия, но я не хочу, чтобы он входил ко мне. На это Айша ответила: а разве посланники Аллаха, да благословит Аллах и приветствует, не был для тебя хороший пример? Затем она продолжила: однажды жена Абу Хузайфы сказала: посланник Аллаха, поистину Салим входит ко мне, он уже стал мужчиной. И это не нравится Абу Хузайфе. И посланник Аллаха, да благословит Аллах приветствует, сказал: вскорми его грудным молоком, чтобы он мог входить к тебе. То есть он ты, то уж прибыл пророк Кезудаш, уж рейстах и лагуан, он ховал чуть-чуть абах, короче, цана пост. Он ходил чуть-чуть, цан бах. Того хобах иштер хадис, охпус пророк колчеге из Милюис. Короче, цучу Салиму и Милуис. Цунтя. Из, короче, молохор. Цун рейс дачу, типа, пророк слинчу. Бех мобилда шарпал, кучу, а не шаришь, ты укарпал. İşte datsayeş, şaşıyor şuraya şuraya çarta. No iş aşsaye şarah suçu adam duşunlar. Suçu sen metiz düyeç dağıtsız. Сонде охчу ваха хуюш, короче, сейчас нормально,
Шесть агергер нам болчига бусурмадуй бэш вош. Уже что размышлять дэш. То есть уже это будущее, оно вот здесь, Меркелла. Так, мечабу спикер, элде, да, элвела. It's tajam qeich agora balbe шусов кроме вот этих межрелигиозных и межконфессиональных вопросов преобращивающих асалх упомянуть тему вот с разделением там на народы, там, на тейпы, короче. Это манчолох, йок, исхедсон, вайн, яш удар. Тейп, никаких тейпов у нас нету. Никаких тукумов у нас нету. То есть, имеется в виду, у нас нету здесь ничего непонятному этому миру. Тукумы – это наследие. То есть, у нас были 9 образований военно-политических союзов до вот этих вот полностью Шамилей, Мамиль, Хримилей, которые вот это вот все нам поломали со своими шариатами и нас под русский мир затащили. У нас 9 вот этих союзов было. То есть в нашем народе наша нация состояла из 9 военно-политических, 9, скажем так, мини-государств, военно-политических союзов. Сегодня их не существует. То есть мы четко доросли до народа, до нации, давным-давно уже там и государства, и научились жить в государстве, и имеем уже опыт там жить в государстве. И тейпы, которые мы говорим о тейпах, эти тейпы, они тоже не работают сегодня. Эти тейпы, они как бы таланация болхцабо, потому что под русским сапогом никакой тейп, он не рабочий. Представители любого тейпа могут русские притащить и посадить на бутылку. Поэтому, к сожалению, тейп там, в своей прежней форме какой-то, в прежнем виде, он не работает. А так как наследие, тейп – это обычная фамилия. То есть это принадлежность к тому или иному роду, скажем так. И все, тут ничего. И вот эти названия просто тейпов. Тейп – это просто фамилия, как в цивилизованном обществе, в любом мире. Например, у немцев, там, у австрийцев, там, по-моему, у шведов тоже. Фамилии, они вообще происходят от там, проживания местности той или иной общины, либо, короче, от их ремесла, то есть то, чем они занимались и так далее. Точно так же у нас все точно так же, ничего там нового нету. Тот или иной тейп, он либо по названию местности назывался, то есть, либо по своему ремеслу, то есть то, чем группа людей вот в этом народе занималась, она как бы так и прозывалась, да, там ее так и называли. И вот эти русские постоянно там нам пытаются тейпы, мейпы, куда-то нас в какие-то эти, там, я не знаю, аборигенов куда-то туда записать, да, там племена какие-то сделать из этого. Никакого, ничего там непонятного нет. Это просто родословно. И не обязательно она кровнородственная, кстати, как сейчас выясняется по вот этим тестам ДНК. Моя семья обеспечена, но у них машины есть, деньги есть, но все есть, но вот, а у вас ни хрена ничего нету. Да, не, ну изом, Ибраим,
достаточно слабый способ Аллаха создать какую-то искусственную ситуацию, где у нас какие-то межтейповые разборки, короче. И это как бы нельзя отрицать, что вот такие вбросы бывают. Они совершенно в глазах чеченцев в глазах и ушах чеченцев это выглядит полнейшей нелепостью, но другие как бы люди, которые о нас не так много хорошо знают, для них это является у него реально складывается что-то клан, как бы, ты понял, да? Но это не самая такая важная проблема, как например, я очень часто сейчас натыкаюсь на статьи в интернете, что чеченцы воруют там у ингушей, воруют там какие-то культурные башни, орнамент, символик. Чеченцы не могут у ингушей воровать, как и ингуши у чеченцев. Да, конечно. Точно так же, как и чеченцы претендуют на все эти исторические какие-то наследия историческое. Точно так же на это претендуют и ингуши в той же ровной степени. То есть, да, там два народа мы сегодня образовались, но что-то там у кого-то воровать там не получится. Да, там в Ингушетии есть эти башни с раствором, которые сделали там. Это тоже такая русская, скажем так, политика. Не обязательно, чтобы там были, какие-то древние башни. Эти же ингуши нынешние, они здесь, на этой территории, когда это точно так же происходит от этих мест, где безрастворные древние башни есть. То есть это то, что там растворные сейчас новые понаделали, да, уже Гайска-Хабехч. Это тоже никак не умиляет там историю ингушей. А то, что это русские политику на этом делали, это да, это есть. Безусловно, я тоже точно такого же мнения, что это полнейшая глупость. Даже ни о каком воровстве не может идти речи, когда у нас общий и каком воровстве может идти речь, если мы говорим об одном и том же народе. Даже не стал он разделить мы произошли от общего корня. И просто сейчас сегодня ведется жесткая тактика «разделяй и властвуй» со стороны подрусских. И эти деления границ постоянные, которые какие-то конфликты у них там постоянно возникают, сидят и там перерисовывают границы республик Чечни, Ингушетии, как будто это вообще на что-то влияет в сегодняшнем положении. Одно дело, если бы Чечня и Ингушетия это были бы два свободных государства, и они между собой грызлись в каких-то границах. Но когда оба этих республик находятся под оккупацией России, и они там подростки их эти всадники от Кремля сидят там, грызутся на тему границ. Это совершенно нелепо выглядит со стороны. Это понятно, зачем это вообще делается. Просто обидно, что так много людей на это клюют, что эта пропаганда действительно работает. Ибраим, чаще хатвош тауэр насчет. Насчет имени Верзом и Нохчиц и Юхайон.
Эрзам. Да, Эрзам. Эрзам. Элас. Он сахас, он шай. Хочу язи. Эрзам бокуду. Эрзам. Хочу язиш. Эрзам бокуду. Терами ночи целчан. Это окончание зам связанным ястешь. Так, все молчат, никто не пишет. İbrahim. Eroldu, Erzam, Hudu Cahasu. Cahuk, Яду, Ядат, Cahasу. В политический, исторический как бы момент вернуться здесь просто сахаттар дарса и всякие хата общаюсь войн хабях конечно это суман му реакциер еще вообще чухун битер еще милх нахбу штрич пацер войнохче и ну и арбоши. Мелвол гражданский варе обычно. Человек настороженно, негативно относиться к шпорту. Ушуя махка. Церкозер швахет, короче, ушли лари постоянно, что негативный отзыв. А вот вооруженная группа людей, которые их на голову посадила. Вот царь как бы Кегин полбойс. Ну, есть вариант, есть, да, типа, любая помощь в Украине моду, они вот вообще всех кого угодно просто берут в свои ряды, лишь бы воевали на их стороне больше. Всякие исламские террористы допускают беж в свои ряды. Ищет стратегии ретига или просто киетом бацарцы, к чему это приведет? Ну да, типа того стратегии, но видишь, оно нам обернулось горем, да, там. Админ датос он говорится съемок насчет этого интервью Ютия Масады. Вот примерно так Масадов относился к вот этим ваххабитам, какабитам. И как история показала, как практика показала, это все равно была неправильная политика, неправильная стратегия. Да, на тот период, наверное, она была единственная возможная или правильная, но задним числом сейчас это ты можешь четко как бы проанализировав, полностью убедиться, что это пагубно все было. Пока я не определюсь за взаимоотношения с российским государством, значит, гражданской войны, значит, Россия никогда не будет здесь гражданской войны. Вот когда мы определимся взаимоотношения с российским государством, вот тогда я соберу всех этих Басаевых и так далее, этих радикалов, экстремистов и преступников там, соберу и скажу, вот народ, вот вы, если через месяц не положите оружие, если будете нарушать закон, значит, вас сотрут с лица земли. А сегодня я не могу это говорить, потому что, опять-таки говорю, большая угроза, опасность со стороны России. Я призвал всех, от малого до великого, взять в руки оружие и выступить против агрессора. Если хотя бы на сантиметр переступил порог нашей территории российский оккупант, он будет уничтожен. Tesla mesh mokshol. Ибрahim, это из тоже масхада вона со таху шват и шам уэт радикализм тах шариат вен хадаш саудовский.
Ватис, радикализм, да, ватис, то есть он, как и любой среднестатистический, вот как люди, которые здесь нам сейчас тут запрыгивают, потом о нас какое-то мнение уже в голове сформировали, безбожник, атеист, боша, вот чегетерка, ну, пустите, ну, и пропагандец, и подхватить теж. Вот, и простой обыватель, который это все хавает, да, этот простой обыватель, он представляет, что Аллах, бусулдин, там, туда-сюда, шариат, и любой арбоюз, там, ценчик, вадил диес, там, туда-сюда, то есть еще где-то там, вот, кто летает, еще в непонятках. И тогда, в то время, этих людей большинство. То есть, такой среднестатистический обыватель, он не осознает, что такое это вообще. И в его понимании, там, мусулдины, шархи, и сандом хумне шаруш, как бы за все хорошее против всего плохого санцачду. Вот, если ты посмотришь там Дудаева интервью, где он говорит, вай бусул нахду, вай бусул бинду, цахуни адинду, пачахай, мачахай, суни, хумнеш, мадиц бош. Из-за сатосарюнти интервью цунгахус дизу. То есть тут же он говорит, бусул нахду, вай гарчал, короче, он вай гарчал, короче. Иман дует, цахуни адинду, и тут же он говорит, пачахай, мачахай, уж мадичан, короче. Он не знает, что бусул дня как раз таки, а и цадия шарах вахчуа балчари, цадия шарах цучуа и хумш дамаду, и маду и даду юцук а. Кварт страустан писуак чу юкай бален, хаат арах вахчуа баязин чигер, и дамацаду. Халид фулейджер, دمشقنار بن سلمانار ترشال إجماع كتنا متى يخلصون إصحاح حديث إشادل روايات إشايل تفسير إيش وشتنا هقدروا от тебя зависит даже мадат что вообще они там все есть это цундел что общество не понимает оно на своих каких-то традициях пытается удержаться, да, что, чтобы его как бы не скинули оттуда, что бусул бацали, гнадин бацали. И с другой стороны, как бы получается, что способствует вот этому продолжению дебилизирования, да. Ибраим Султемшин хотя говорит то, что Басаева обвинять в каком-то радикализме, когда Басаев, он не... Дагестане чуван маву и цухайна. Ну, изам, да, но цунама есть до сих пор вот это научились есть не кодекс чести, уяряет он зучен такая тот, который дотронется до какой-либо женщины, расстрелять на месте больше своязен как бы шмайери прикаш, то есть он уже тоже как бы вообще... Кто, где, кто, это ты что? 4-24 есть, он просто полностью и дадов. Ну, это Басаев, ну да, в принципе, в Айцах был еще Вахабид, короче, и шел Джамач, партизанские движения, очевидно, цупа, цумниши, гархумниш, Цига был, наверное, худу цаха вообще. Да, и взгляд чё, цалны одинаги, зукошни, да, эти гархуны одинак, да, эти Коран, суннат, хилдиези, там, шар, хилдиези бош. И хумне шлюит, снова тер подноготный, цаюизах цухайна. Дукчан, цухайна гадер. Но, тем не менее, там, Масхадов, он себя ассоциирует там с традиционным мусульманским, короче, с традиционным там чеченским вот этим религиозным. А Басаев, он уже возглавил вахабню тогда, официально, уже на тот период. Хотя, как ты видел, там в интервью он говорит, что уже хотел стать вахабистом, потом пошел, увидел, они вообще, короче, ни культуры, ничего у них нету. И никакие вахабисты здесь не воевали, он четко это подчеркивает в Первую войну.
Но тем не менее он в итоге возглавил это дело ЦБО. Это Басаев говорил? Канал Чуадион запись. Ага, диктор. Хочу агайта магарион админа изюм. Меня тоже агитировали, меня тоже пытались, как говорится, втянуть в свои ряды. Я уже было, даже, можно сказать, чуть было не стал ваххабистом, но меня оттолкнуло и удержало единственно одно. Когда я уже решился к ним примкнуть и уже с этим решением пошел к ним, я зашел и я поздоровался с ними. Ассаламу алейкум. Ну, там в разных позах сидят, читают, кто как, большие, малые. И все ва алейкум ассалам, но никто даже не пошевелился. Я говорю, вот что это? Я же поздоровался, почему никто не встает? Что, меня не уважаете или себя не уважаете? Ну, мне говорят, саллаху алейсам, пророк Мухаммед своим асхабам не давал вставать, так что нам тоже не надо вставать. Я говорю, ну, я как знаю историю, он сам вставал своим асхабам, и асхабы ему вставали, но когда первый раз встречались, но когда мы день 10-20 раз заходим, выходим, мы же тоже не встаем друг к другу. Вот. И на этом вот у нас произошел спор, и я уже из этого сделал вывод, что они заблудшие люди. У нас тоже национально-освободительная борьба была, война была, и у нас тоже ваххабисты воевали, но процентов 5 активных. А 70%, в частности, все тяготы этой войны на своих плечах вынесли конкретно это муриды, последователи Кунта Хаджи. Я это говорю, потому что об этом надо говорить, но никто не говорит. Хотя я сам последователь шейха Али Митаева, мои родители муриды шейха Али Митаева, но надо, что есть, как есть сказать. 70-80% это последователи Кунта Хаджи на своих плечах эту войну вынесли. И никаких ваххабистов здесь никого не было. имам своих братьев, вот, там я лучше, говорит, было только есть положение, и вот он меня исчез. Да, но если ты заметил, если вы заметили, он когда на трибуне стоит и разговаривает, он как бы говорит там тоже идеологическими предписаниями, только, скажем так, другими, да, то есть альтернативными. Потому что он там, ну, они заблудшие люди, то есть туда-сюда. То есть он считает, что его традиционный там религиозный уклад, он правильный, а вот этот вот он неправильный. И вот это вот и является вот тем фундаментом, да, скажем так, плацдармом, да, для будущего, чтобы потом все-таки превратиться в ваххабиста. Изначально осознавать цадар. Изначально вот он не осознает, он тоже пытается играть в эти же предписания там какие-то. Но я же слышал, что пророк первый раз вставал, когда кто-то входил, а потом не вставал больше. А потом ему уже четко в дальнейшем объяснили, что в первый раз вставал, это там недостоверно, что второй раз достоверно. То есть уже он заигрывает в это. Поэтому он 100% в будущем уже туда залезет полностью по горло. Вот каждый, кто на вот таком вот уровне и не понимает, с чем он столкнулся, он рано или поздно туда, в это болото, уже полностью по шею там залезет.
Да, Хохчо Маязер, все пути ислама ведут куда? На выходе, короче. Готовы, вахабит, хулхах. Абу радио, ахул, исталам, чё, излушо. Нормально, короче. Сажим дискутировать, майнеди. Рахматирову имя. Твой двойник из параллельной вселенной. О, Лилхэшун Тесла Маршал. Маршал Асбар. Ну, ты парик, я хочу. Нет, это двойник из твоей параллельной вселенной. Джет Ливош, кино договор. Суна Оракаш параллельной вселенной. Он, возможно, он даже противоположный лагерь. Может, он наоборот более реальный, короче. Я как бы подделка. Он в той вселенной, он как бы под-русский, может быть. Судьба его как бы и другая, чем у тебя. Да, и дикция, раба, дичь. Причем это же твой из другой вселенной. У него сложилась по-другому судьба, на него какие-то другие... Все равно, наел, короче, хермает. Ну, ё-моё, хотя бы как будто особенно может, так попал в силу обстоятельств, там, допускаешь, что он там таким. А то, не знаю, бесконечное количество мультивселенных, там может быть любое. Ты даже, я не знаю, можешь быть королем в Англии какой-то из них. Короче, любой вариант. Да. Ну, любой из возможных. Королем Англии, наверное, И правильно. Возвращаясь к теме, то есть это отмашешь, кверча, ну, и устаешь, они не могли как бы, да, обмануть вообще, это даже мысль, как бы, допускать такое, никому не приходило в голову то, что вот устаешь действительно, короче, с исламом никакое отношение это не имеет. Вахабич, Ючега, это вот истинный ислам. И даже Эцуман ойла я царицами. Вы чисто, что устаешь соближение, хуй. Вы устаешь, массери, багдирзин, да, у нас. Вообще, я Аллах, Бог, инсаум, что видите, что? Вот Тесла не даст соврать. Вообще, я Аллах, чтобы такое было. Вообще, это не в жизни хаздается. Даже вы дейл цаулар, там дейл дуаулиду бор, или дейл виза, или дейл хнеадины, дейл дуаулица. Издар Аллах. Вообще, там не только злаймаздеш, локпар, из-за локпар оли штадур. А вот это дуй баэра, вы устаз дуахали, устаз дуаулар, юхишта, вы устаз бухштается. Воспоминания, что это суман, что выражение, что за сон же можешь, но сайн, как бы сон адилахом, да, те устаешь так обалбару или голцинах, что как-то на уровне каких-то святых ставить, типа и сон лично там можешь дицаном, да, так что ваковать сондел, наверное, не просто это чтобы нести акиду, то есть понимание вот старших и устаешь, они настолько святые люди, что их даже вот под сомнение ставить совершенно. Я машу верить. Я, например, вообще там бады где за того устаз волшебно, так как вы дейл волшебно, и что воспринимать, дуркас. В этом разбираться, да, кто там главный устаз или дейл. Интересно, я просто это устаз да, сашти олар. Ну, хотя дейлу элцахия терну, салвез ишт воркас как бы такой святой устаз. И того устаз элар, дейл элар как бы. Само эрдуахарму, такфир, шлеши, вот такое представление вообще это. Я хотел для реса.
Перец объясни дверну нардик. Машу. والله بالله تالله حاجة بوابات حاجة لا حاجة بيتش بيتي تعشت هون تخيتي ну и пить ты мохит, если там ничего нету вульгарного, если там ночью он дохудо сам дать, если там полностью мир, дружба дать, низм, дикл, хазл, куцкеп, тогда это как можно вот, не верить. А хади штука, мы же это видим, раскрыли все сейчас. Цуйга бол бо тамози де цуйга дүйч такарамат ши цуйга дүйч та дели хлиши штамш таби хамш цуйга дүйч вот там можно сомневаться а тут хажи не абсолютно сомнений не должно быть так если ночью должен сагуй хоть чуть-чуть ночи хиливой бош вот так вот цунца абсолютно да она сам крода хажи не да изм хасун Машуал перец. Ущаш и устаешь ночи бареешь, ночиш интерес. Устаз, as олук, перебить тюра. Устаз, жем вол шуман хезник, оду что хави инуи, что итчо дол швала, что танар хави инуи ал хезнесу. Но устаз, удуня чаву на сегодняшний день. Цу последние цун нек аж полна цархубах бок он чи полностью нек вахбул рбуцу нохчи чуэлдать. Когда он вернется, чи нек вахбул рбуцу национальность массово он положит. Конец уже нохчи чухда, он полностью он наши вахбул и этим верят люди. Массу перец нохчи убаря или мечер венуи баря устаз. Нохчи утаба ас нохчи утаба нохчи сам по себе нохчи лило шуй нохчи он умелла хати фуле циш нохчи кукуречь цина воласо нохчи фулеч цина вола арбу моглия до фулеч причем тут когда можно я имею в виду вы сюли мягко хабахна лично я лично знаю ал жоухр юхри дакалхан курбановат примерно из еще 200 лет и 150 лет хавин сюли мягко хавин халам закон нохчи улш закон новый президент сам давал из якчхан адам суню курбанов поми цедакциосом сун точно что он это войну иду кубуш ци причем тут ци да он чисто нохчи долуш бюрил баш мелдук бага он нохчо лилош нора تحاش ليلر بولر كوت سكيب مصوم نحشو ولا حوجا هم ده نحشو واتسالش هنا استوى نحشو قوس وورتش нет, перец, Цун Хума Мацабохи, я полностью с этим мнением согласен. Просто большая доля вероятности, то, что он то, что он, скорее всего, принес к нам, ну, не с хорошими, короче, намерениями. И все. Национальность, я же тебе сказал, он когда вернется, полностью он точку поставит, и нек буй, то вахблур волшку. Войнохчи и чахлуй. Так, и национальность массу он сам скажет потом. Тат получал умки у тат получал и что, ну, сунишь, ну, у меня этой разницы нету. Значит, я это взял, соцунек, а у соцунек и давал. غاز خلالي بيرتي غاز خلالي ورس خلالي باش خلالي Да, ласка был чистый, даже немцу и бац, чистый, да, на немцу долж. Берешь толчана, ночь хатец, хасабала бен ночи мабуэни вахдуи. Видите, такие ночи тоже есть. Не, особо, устаз, вывоин, вен, хаехам баш, саня куабил, вен, устаз, гайс хахилч, цунах, Хорошо, так, давай тогда, если пошло разговор на это, тогда так, выйдет, что бедуин ждут, что он цара, цахит, цахомадина, цара, цадать,
Хал дүйсін да, как шарик дуй. Ем хадин, вы признаваттеш, вы даже воши да эдуш. Летч му да юмда. Да цан цун му да вейду. Арбу мехка, арбу мекшуин, раски мекшуацуин, примерно. Причем тут раски там арбу. Сун сатер буш. Да, полностью согласен. Нохчи чун дикдек даш вошуя. Сун бивацу. Нохчи уи, нохчул дикдек даш вошу вейте низм дуи. تاخنا حسك بيلش دونا حاجي موتش حوش عشا حون دابو كاش دقي دوي حسك داول حبو حون ونا وصل دقي دو تان حدوك حي حد حدوك يتقيت يو خز حون دو تيزت قلت خز نرمال لتون تادي زوي وي نوخشي دونا نوخشي عادة تشتيو قيدو وشام ستون ويدي يتسيز إيوه دا تسدوش دات أساس ترى ده حويه بيز يربي بيز وش بيه حبوس الوقت سويزو إز وين دوش ما دات وين دوش ما دات никогда чак дедуш он дати. Неужели это непонятно? Нохчи мадовой масайт империи юга индой вей хелктин 20% ланч халлахкин хелктин и то да он вей карцулш до сих пор надвелш мадовой. Неужели думаешь, какие-то арабы нас там перевоспитают всех? Сонешь хитрый. Хай нохчел, ты хою верзи. Ты все поймешь сразу. 3 секунды можно понять. Сонах чего? Хаверзил. Сонах чего? Саада ты что? Хою верзи. Дал, элида. У нас 200 лет подбился. Поймер верчил, да. За 200 лет адеш. Цавин цудун. Гулин за хадиш. Сунте тожно вел давал визбах. И хукамел да. Ой? Что это такое? Так что хадиш шук и дал, что гой гушмада, а гушмада лай. إذا أزديت لوتش حاجة نب تأنب مبخز ديكنيك دتويقة خزنيك دتويقة نخشل دتويقة بهودي يزوي سون صار قدامي شو ختم يوديرزي وي نخشي خلي وي. Интересная мысль, перец, но просто сот такой швей кудой, а ху делла цуэц хажини оуэн нохшишан цухуш хайл цухияндол. В чем мы Тигадик худерхай, он во всем этом, что было вот это Моэрдон. Такая оларцунар, алишти да дош та щеки парта та святой что он дерктия, да, когда что хаж он один хаж иштела устас иштела эла атадикум эльча и нормально что воспринимать двор из общества. Нормально что хаздикум, а тем более нохчиш нука, нохчиш приятно хум олшмаду аллерген. راسل إذا مثلا ديك أخيتي نيس أخيتي راسل تعطي لوتي تنبولي там حرسي الله эльчер как бы святой, который это тебе передает, и вот диктор, как бы там был очень хороший позитив в этом плане. Но когда это уже начали переводить вот статус вот этих идеологий, да, там предписания, хадисы, короче, такие гаден, хуняден, харси, Аллах, имуду, куза хадиш, и достоверно, да, эти. Вот и бег дехкали истига. Хуняден, наги, харси, Аллах, короче, и мечаду, даязен, мечаду, и твой Аллах, мечаду. Куза арабскими буквами, в арабские книжки, арабскими шейхами, даязен, ашмадую, и больше. Вот сега, сокровенность, вот, да, это сокровенность вертия своего рода. И-за полностью, это юа и даехкарис, да, это бегехкин, и тебе подменили раз, я хардун, что он метанег, я вообще чуадек дун. Я он хадалла, а хинсвайн хагуч делла, хагуч дельч, вообще, наверное, гадица тоуш дочь, вообще, цхую цахук. Вообще, дук из их. Сучвахдек дуй полностью иадукис. Бюхал там, бюхал даже, просто идица наверное, иадукис.
И теперь вот получилось так, что вот это наше мы взяли, как бы, сокровенность, сакральность, короче. Сейчас, да, и мусорник чуку, и сын хундина. Хинт уже логикой размышлять, да, дюлделовой, она еще бухки его дюлделовой, и вот чего галдела харинц, да, вот как это назад все поправить можно было. Халх тебе это когда передавали, что он демек Элла Эльч. И для духовности, для души как бы принимать дорого и нормально дорого. Хайра цаволар вот она дауа турдяхан, короче, леста цаволар. Тебе хавол штек он нормально, приятно, он дарун, он нохчал злош. Диклер, вот сухая вот синца уже тахиц делархиту. Сейчас ты не можешь и к этому, да, как бы уже сакральность человек, там ехны, у меня однаги бадайте, бух бадайте, сахих дайте, цепочки дайте, у меня однаги. Hersh murdek, kada kiega ayulicha, hersh murdek просто не аню, аиш мурдек каяц даже в итоге. قيتها مودو даже там тяга масна дуй, примерно том хилла любой опасности, даже тебе ранили или там что лазино. Сразу ва устаз, вор нахдать, ва устаз, ва устаз, дуй, опасность самый такой дуй, устаз, и тоже, и вот так все проходило, дать. وإذا هو إزوي سو إزوي شو تا воинственный همش نخش تاني ديوتش خلجة نخش شق ما تدولي تهم تسيعي مدودة ونخشي أستانتس نخشي سرونو أستانتس إخاء ديز ويبرت البيز ويبرت وإذا مفيردش دي ديزنا ويعط أي ديز أو هيتسون ويوري ويدايش دونا إي حديثش تودي دولش ها إيش تصاهم أخات تشتوي ها إيش صندوق أمال إيه قيل مجين إيش تقعدو إيه ولي إيش دادير زور سادوي قيتر Перед вот оптимиством, если он был алмата, то что он стал дол халдой, то что вот молодежь не радикализируется, это нохчалан ируш больше боится из человека заблуждения, он это на самом деле, ну, реальность таковая, что там дух конкретно радикализироваться дальше молодежью, да, ведь и адюч дол ислам дин дуйц, эн ислам дин там хадж хуйрейз устаешен следовать дальше суна, даже это особо что. Да, что лучше, да, да, суман, да, это. И можешь так дует, я хочу ты ахак просто, и мадар что ваhdил что к тебе, то есть. Ну сам маршрут, что нравится. السلام عليكم بوصلت ناخي مشغول Hög 75% передач он Салам Ибрахим. 73% دعوك. أس إردرين أتحقي عارض هاتم. إيش دوش لدوش عشوارسو. موسى هويست خدمة. هذا خوش واحد ماست اللي غير شيء هو ماست خير شيء حتى يشم مو إردوغان تا لخر خير شيء تا إيش تا هم دهتون إحد سلام حتى يتردوي خوش وش تويشي ويشي دو حلقة شا أسوي سلام حق يتردوهم خلص خير تا ويشي نوقع غلق خوش توه تا عجلة هر متجات هر متجوي موسى خوش واحد просто تاجيم تمتك كتابه نوخش приветствую لريش تمتك مقانسا إيش تندى عجلنا حاجي مريد وبوعه سو سلام لوش خليه حبيبش خليه حاجي حاج Suna dek son bilgal el horan bet. Bilgal el son gaun son gedek. So loos gelle, habwitch gelle. I busel bagille.
كديرو رمزان شوز أولش هذا ساشين لرجن هو يوتيوب شا فيديو يون حش دينك قرآن سنة تو قدا ديك خلاص دوال سوق شيل لرجن غزق سنة رمزان أولش تاك حاجة مو خلوه إبراهيم لدوغا حاجة مو خلوه بوزل دين ليلوش خلوه بوزل دين ليلوش خلوه تنو حاجة أولا تون ده يشتغلوه تون قمو خلوه قمو دين ليلوش خلوه جوكت دين ليلين تو إلى نوخجل ليلين تو نوخجل بوش دين تو Zu 100% nachčešnuqa lielo šhalčas sunna ta'magillar iz vortan chuhma tuan nachčešur erlastun harwarpun. دلا تقوي حاجة مريد خيل صديق أو حاجة مريد ونبوع Своим тунде пример я лушмау со хажса и шмурдек лиел мадат. То есть фаршаю حاج قبل داشتغل قرآن سنة во все тяжкие да чух ечь тогда хабарис то Qur'an sunnat قبل дашул. تقوي ونبوع قرآن سنة قبل صدوي دايش يات وين نوقش не асам хаж Qur'an sunnat قبل дашулч حج أولا باش دو كردير دويت وسنة عمدي المدو ينامر. أوتشنو и вопрос ос قاستندو ووشم قطع ديك حج بوصل باوش ترى أولا موغلا أولا شين تايب نخشو شين تايب نابي خشوات سنة تعمير ده أولا خشو شيطان أولا خشو شيطان جرج وغان تقوي أو شيطان أولا خلشو ديل أولا خلشو ديل جرج وغان تق أولا خلشو ديل أولا مش جواب بيستقامل شو لا جواب بيستقامل أشحون حاجة خبر بسدوني لدوان شيء حيل إيش هو شح أولش خزسون نشيتش كلادو الناس مش كلادو سمك نشيتش كلادو مك ناس مش كلادو مك نو ناس مش كلادو سمك يخبر خارج تلا حاجين سديز يخبر حاجي دوت إيه ما يقولش ساتور ديش غازوت ديش خلاي ساداز ميحجس مثلا حاجين سديز يخارجو شين تقول بقدر دوش أسألي حاجين مكشتو لدوغ مكشتو آلا مكشتو حاجة تيم والش سخلة سخلة تيم والش بس пример ялим бог пример ялуш усоек поех марнат день например алейхиссалату вассалам и теми вирш макка техол теми вирш турдеч газо денецу алч цо един цагелч так хажи поех мар цадиези малиеш техол хатсинс иса поемар техол сан شاديل والداس عيسى بايمر إديل وبوش يشتاقو موسى حجوي إنغوشيتي وغن تيجا إتأمل شين بارجم جين بقنا بو تير حديثن غمال دون حاجة اسم بريمير يعني بو والغليتا إم دو واري سيد أفندي تاما والي مكة وي تيجا لامز دي حوو بوش خبرش دويتسار نو تعافاك تياتسو سؤال أفندي شيء اشتخص ونوي حجوي وسمتريش إذا صغلا مكات إموش сразу отзалаш уло цуасан дахвитен короче итилэц юкарден иштилэц духс Эйнза сава прослурдовик собордила хажла хажса ألا بوش دوت يو نازم وين سويتو يو حاج ألا بوش نازم دشنش دوش سو حاجي مريد خلو هنزي دشنش خاسون نازمنش خاسون نازمش كلا دوغس هنزي например هر نازم يو نازم دشنش دو هو دنيا هي أمع إزر مريد سدول شخلشي تحنستك سدالر بارمع أوت أتو أور قولي دارينا إزر سه إيمانع داليد نيس قوش واتح أستاذ وينلات مقردات آل أويتر خوي حاجوي أويتر حاج تسونك خبر دايت نبو إرسخل نوتر حاج دويتا ها عودك خبر دايت نبو
ازر مريد سداليد ايمان سداليد نسقوش واتح استاذ من لات مقر دات آلال اق اسم ولينا اسمه اق حجر بوي نسق استاذ نسق ملخ بايمر غلا نسق ابراهيم بايمر شي دا سداليد نسق متغلتون ابراهيم بايمر حاجة حدا شو بدل الله إذا لا ده سينو أشكالش وتمتع طول غا شادق عديد تسوي شو سون أسحون دخل يسدون حاجة سدوي تونغاش قول ده لويت وش نت بويت قول ده نت عبد الله حاجة إيه سو حاجة مريد يخبر سون دق كده وشلو سو جماعة تحخلاوات أحوخيل جماعة سوخيلوات حوخيل سون حاجة خبر حاجة نار إزداد مش ألا وسو غالع وغالع ناس مش ألا وسو حو هنت قابل صدقة هنت سون نرمال نخيط حون نرمال حون دقة غيت ومش نرمال حون نرمال نخيط شو مناغ نرمال نخيط المدات هو هاي منين يقع هذا فيت سو سوتسانو ما تعتقد أحيز وليل حاجة أحبو محمد بايغمر دانا جوش خدغني كروتشي صحيح حديث استقبون وابشي سؤال غير وقيت المواز لا تدوج إبراهيم بايمر دا وغنا تسون شدين دام تغلطن عقيد علوت بايمر زود يغنا نوح بايمر كانت وغنا اشتسان دام تغلق إيمان عسير سداليد نيز تقاچا اس بايمر يقوتر بقى بايمر شبون ديل دوت خون إبراهيم أجر مريد سداليت شيئات آور ولي دالين هو الدنيا يأمع تحنستك سدالر باري مع سدول شكلج تويست سحلا وزن سدول شكلج تحنستك باري أجر سريد مريد إيمان عدالي نسخوش خلجي بحال أستاذ من لاز مقر دات الش تاق أستاذ حاجة إدوش إيمان غير خلر دوي تا شو تقي يشهد سا إيمان غير دوي جو دوق حال دوا شيطان ولا شيطان صبر از بوبايل باقونت بالدل أدمين سورة 27 30 حد يلا يكتب الله и обычно коли ев возьмел або адель хулш так дуй от 27 сура 30 дом хохон тажим объяснить дадизе 30 или 38 дом 38 39 40 что подряд душ Цоя халохшашта. Просто короткий вопрос дерсу Муса. Муса хо вубера или хо ву в данный момент снег или муху. تتعود كنا حاجة مريد خروقي سؤالش كنا تعقد قتيبهم دا برجع تعبوش نخ نوسو تانيو قاخلوات سون بوزش خلبوش نو جماعة البوي تغي نسون إيش مشغلش حنوال بس بولي تغي نسون شيء مشغل شخص ريال شناخ نسون يولق تل زوداجي نسون زودري نو يولق تل خلق إذا وقت بيستوي تغي نسون نو سيزكرش تش أينو نازمنش أورش قط خينا إيش ناقوستي برس ونوش أو ديك ناقوستي بر آل تعهم دوش خز شيء دين ليلوش خز نازما أورش نو هي المومنت أسوالي نتون حاجة إذا مريد سداليت نسقوش واتح أستاذ من لات مقر وات أوتر عودي خبر دايت نبو وس نازمنو تاق إذا مريد سداليت نسقوش تغلش تاق تاع أستاذ لات مقر ويتي ودات حني أستاذ ينسق بموات بايغ مريخ الباتي ينسق أستاذ موخلو دالا بايمر بوردش خلو إيش تحل بالبوش قيمو خلبوش حن مو عبادة تنتر عجل استعقوا يتردون
он цажим информация хируна. Это хадилан гоинцу. 27 сурду из Корана. Адижа. 38 аят, ну. Эльмир Кулиев перевод дешун. Аллах, короче, он сказал: узнать, кто из вас принесет мне ее трон до того, как они предстанут передо мною покорными. Из-за 38 аят, ну, инсажим алейстаха, тигаха, Ибн Касири, тавсирду. И объясняет даже подробно, хадис там. Он сказал: узнать, кто из вас придет ко мне с ее троном, прежде чем они придут ко мне покорными. Мухаммад ибн Исхак передает, что Язид ибн Руман сказал: когда посланцы вернулись с подарками и с ответом Сулеймана обратно, она, Билкис, сказала: клянусь Аллахом, я знала, что он больше, чем просто царь, и что мы не сможем противостоять ему, ничего не добьемся своим высокомерием. Я послала к нему сообщение, что я выступлю вместе с вождями моего народа, чтобы посмотреть на твое дело, и что за религия, в которую ты призываешь нас. Затем она приказала, чтобы ее трон, сделанный из золота и инкрустирован рубинами, хризолитом и жемчугом, поместили в ее внутренние покои, 7 комнат, одна в другой, и запереть их все. То есть ворхчуя чухчугол, чучу и далечин и трон, еще короче, муарштуан, уерседуатуан. Она наказала своим наместникам: храните трон, символ моей власти. Пусть никто не сможет приблизиться и увидеть его из рабов Аллаха. Она выступила к Сулейману в сопровождении 12 тысяч вождей Йемена. Под началом каждого из них были еще многие тысячи. Сулейман посылал джиннов, чтобы они разведали ее передвижение каждые сутки. Когда она... джиннов, чтобы они разведывали ее передвижение каждые сутки. Когда она уже приблизилась к его царству, он собрал всех джиннов и людей, которые были у него в подчинении, и сказал: узнать, кто из вас придет ко мне с ее троном, прежде чем они придут ко мне покорными. Так, следующий, 39-й, думаю. القائد تندوهش شو يتدش تقيتر واتو تاخده القرآن آية يشرح كوشو حقيقة نوقلو خيرات. Эльмир Кулиев, силач из числа джиннов, сказал: я принесу его тебе, прежде чем ты встанешь со своего места до окончания собрания. Я достаточно силен и заслуживаю доверия. Институт Тавсирду, Ибн Касири. Муджаид сказал: гигантский джин Абу Салих сказал: он был огромным, будто гора. Я приду к тебе с ним, прежде чем ты встанешь со своего места. То есть и трон дашь. Обетта велвали от джину шалам сандук джиндат. И отношение имеет штат от вопроса. Ладу, цо и трон хохаймета. Он еще история, Ибрahim, он гаsh мода что бусол мол. Ну, дади шиталвайг, ханс сон ху объясняет. Кресла дует, джино, и сон гаsh. Джино дадитит. Ибн Аббас сказал: то есть прежде чем ты встанешь со своего собрания. Сауди и другие сказали: он имел обыкновение принимать судебные тяжбы, рассматривать государственные дела и трапезничать с утра до полудня. И ведь для этого силен, и я ведь для этого силен и верен. То есть чоа душа тешмеду эло джину. Аббас сказал, имея в виду, что у него хватит сил, чтобы доставить Сулейману трон Билкиза, и что ему можно доверить драгоценные камни, которыми украшен этот трон. Сулейман, мир ему, сказал: я хочу быстрее этого. То есть, собрание, да, я шахалгайтен валли, хада харду эллакис, Абу Салих боштал жено. Шен цула сих диез ба Сулейман. Қи сих хада ит диеш душена.
Скорее всего, Сулейман, мир ему, решил продемонстрировать то, что даровал ему Аллах, власть над этими армиями, которая не была дана никому до него и не будет дана никому после него, чтобы это послужило доказательством на его пророчество для Билкис, ее народа. Ведь это великое чудо принести ее трон из ее страны в том же виде перед ее прибытием, не говоря уже о замках, вратах и стражах, под охраной которой находится этот трон. Следующий, 40-й, последний, да? В принципе, куда важный момент, куда. А тот, который обладал знаниями из Писания, сказал: «Я принесу его тебе в мгновение ока». То есть, öyle okuza büyüyecek iza знаешь любахтун, то есть особо караемат хилацун. Я принесу его тебе в мгновение ока. Увидев установленный перед ним трон, он сказал: «Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать меня. Буду ли я благодарен или же буду непризнателен? Кто благодарен, тот благодарен во благо себе, а кто непризнателен, то ведь мой Господь богатый, великодушный». Так, инскули его толкование. То есть кассирую. Все, чакдейлар, концовка. Вообще самый важный момент просто. А я считаю, сказал тот, у которого было знание из книги, Ибн Аббас сказал, это был Асиф, писарь Сулеймана. Мухаммад ибн Исаак передает, что Язид ибн Руман сказал, это Асиф, сын Бахрея. Он был праведником, то есть Ар-Уляу, и знал величайшее имя Аллаха. Катада сказал, он был верующим из числа людей, и его звали Асиф, то есть Жин Дацар, Адам Дух, праведник Ар-Уляу. Катада сказал, он был верующим из числа людей, и его звали Асиф. «Я приду к тебе с ним, прежде чем вернется к тебе твой взор». То есть направь свой взор в то место, которое доступно твоему взору. Успеть достичь его места и вернуться, как ты увидишь трон перед собой. Просто то есть быстрее скорости света, думаю. Он был верующим из числа людей. Я приду к тебе, прежде чем вернется к тебе твой взор. То есть направь свой взор в то место, которое доступно твоему взору, успеет достичь места и вернется, как ты увидишь трон перед собой. Затем он взял омовение и помолился Аллаху Всемогущему. Муджахид сказал, он возвел к Аллаху мольбу со словами: «О обладатель величия и почета». Когда Сулейман со своей знатью увидел трон перед собой, когда же он увидел его утвердившимся у себя, то сказал: «Это из милости Господа моего». То есть это одна из милостей Аллаха, оказанных мне, чтобы испытать меня, буду ли я благодарен или неверен. Кто благодарен, тот благодарен для самого себя, а кто не благодарен, короче, это щендуцу. То есть из духузадек. Инс хузахун эйте хадуичту, даже жины боч волниц бат, да лашен виещун праведный кана. Оля аш признат бешбусу, оля аш муцабу асундербу, оля аш дел оля аш буш, алла оля аш буш. Так, шайтан оля аш бу, шайтан гергбан. Шин тайпан бу оля аш дунянчва, бухварк. Просто представь, Асиф, Уйцуна просто величайшее имя Аллаха Бейюишсахалла. А Хадж Устазин Кувал Даяхдел Шиниц Табельша, ты представляешь, как он может Шинлук дать? И тот, кто излил цейнах, шаддагишта, использовать цебинах твой ниц. Просто гилклет. Так, асам хинц гон. Аш хоча архабаштвич и дин лило цадис нохчал лил. Нохчал лило дис, дин лило дис. Дин лило штагелч нохчал матагул нохчал
نوخشي حاجة نوخشي غلو تاع غونكي غلوات غونكي دو سيسنر وق حاج أورش بير دو أندري أولر خاصة يورتو ديها تاع يورتيو ماج كلي أور ويش سبراوس تلني ماج كلنسكي باتراس ياو ماج كلي ويش أوت أولر أت أندري أولر و إز سيسنر حاج سنخو وق حاج أورش ولا إي حاجة غازوت تشوينو غازوت تش حقرتي داياغوش جعلش داداغوش إيش دين تندش وينو و وين هو بوق ات سون قيس سويك ديس نجيلو نوختي شا تا إيش ناد عملنو يغونكي يرسلون ترى حاجة نوختي هلو لا ben nochtje shit dan mildo iswas mildo doza doos nagen nochtje geloot ach ola mo geloot حاجه دالي باي مرتاح باش خلوات سنغي قرآن سنة قبل داش خلوات سنغ اولا قيمو خلوت سنغ مين غدين ليلوش خلوت سنغ اولا استراس تو باخن وين حقيقة متخل أهداف أولش تو هنادن أستاذ نت هاش ألا بوش هاش ألا بوش شيء لولو يقودك خبرش توش ناخبو اسم رمزان حابة تناغوش تغيل تناغوش وقوش لك شين خيط يتديش هون ميشر دال يخبر شين خيط تديسر شاب وقتو نا بروت أربو محكمة لو أربو يخليش دوام ليش بدي شيخ خليفشي بوشه شين موجة وقرانش يقدش لوكتش بيربيس ودش قرانش حديش وتتيجا نا بروت بردك يوم بالنشتو أوي زكون حجوه وتحج ويقع دو يقيرين دو ويقع حج تنا متى بيدافيلية دو ويقع منو دين دو ويقع دي حج تنا متى بيدافيلية ما قوش هذا وانت دويش حج بيدافيلية ما قلنا أول بديسم ده تسقي تيسو هو جوير واتسو إيش سامكسو إبراهيم بيك مبيلسو بروستو دولين علي ولسو تندل وشتوولش عش ورسو سون إشت خارج ولا تلوسون هرزة تعم ولا سوق لا وتيشي قيمة دينه ويبقى صلى الله عليه وسلم أمتي الحلو تقو سون يخلات شوي حاج خيرو حاجة مردش خيرو دا ديل تامش ديل لامت غيت الليلش حاجة مردش خيرو جوجة تشردون يسون غاز دقايو بوخش صدق جنوش بيوشون غاز دقايو سون اختيشي حودو صح حاجة اختيش نو تو ألا بوش بيتش بوي دقناك بيتش بول تو ألا بوش تو ألا دوش مش دق يقدانا ناخ استغيثي بيدو هوبايم اور إيش شوكيش بير دالين أو تيشو موسى الوايتن بايمورات تو إسروكاش بيردالن شي بريومنك أنزو ديتا إيتتن شين يحيالن إذا تنشيتشو أو تا إشتو تنشيخ ليش ليل بنا اللي هي غمر إذا سيلوات ريز ووتهم ليلو دوال سو تساتيش ها هون ديتشي هون دالشي حاجة تشنا تنخ أولا تون دال غلبوتين تنخ تشن ديال تو بايمر بورغ داش تون سنة قبل داش ليلا داش ليلا بودل خلو تنخ أولا إناتي أبراتنا أولا خل تنخ سو نابرو ترجل إتون ويرز ولا هاي نوخشل ليلوش خلو تنخ غلي نوخشل ليلوش نوخشل غير خلق ليلوش سو نوخي فهم بقول نشتريت الشيء ويرنا وق 100%. إشاء يل إريليجي أوزن أتر ميزين يل إكيمش شيء يحدي شيء يرازن أتبران شو يزن يل شيء إشاء بالبالبو на протяжении 14 веков тик хайох йошал Бен Салмани, Путин, Кивал Халифши, Жукти, Пукти, Менгола Татарши شيء لوجه وكيك نختار كيك ديلي باي عمر صح ويش في البوبل أولا أشتاقي أولا أشقابل هاي موغبو
إدالة بايمر قابل واشتغل صار بول قابل واشتغل أولاش قابل ما سبوا أوتوماتيكي يشتغل ما متر أولاش Просто последний надежда, Ойла Юкоев, например, Хажс Элла Дуйвот, правда, قرآن سنة تعلق أسي فيديو даже YouTube чахкаро يقون رمضان أورس سيجان Sana ietluş, tüns obneşuş, tüns mara ietluş, liyilşeş, ter hontaya bağda güçer duy. Ha. Arbo mahkarte. إيش بدأ عربوش أصلي لوش تلماس تشر أهلي لوش دات إبراهيم أسرت خلص دونش Ses вообще был быть. كون سرت دو خل أسبوع سو عربو دوخ بيش ليش كوات سو نوخشي هو تاق سو ما بيزا ده إم عربو إي عربو مسيت مليون دخبوش مليار جد Даже если ей было 6 лет, 7 лет, без разницы. В исламе дозволено брать в жены, даже если она маленькая, на руках у отца. И понимание женитьбы в исламе, это не так, как, например, у, как ты сказал, неверующих людей. هلا سون خزة سين غزة بوس سون خزة ندقينا دينا سو عايشة تيالينا نوشي سوشين لتني خلت شيء هو تنو يقال تو مع داتا تمشني خلت تو صبر دينا تو قول تبيش تاقي مش تخيل شو تحت وجه يبقوا خلتن دينا مكشتو على إشت يالين تلتع مخبن يالين الخزسون بوخ متشابوتن متشاب حياتو حاج سليتن نقدوي أو سليتن دلا حاج يسوق تديسنا بغداد قالش حاج سليسنا بوش شيء لغلو بيوش ناخ بوقع رمضان دعاقة يتنتظر حاج إيشو رمضان أجي أستغفر الله الشيخ دوس أحون ميشر دالة بوخبوت يخبر حاجة تغلهون دوتا شا إشين خيتر قال الخير لا شاقي دير بالشين قال إيش تعدي زي يتحقق بذرك وكاي يهون سنت إيه يتلسن إجرون إز مايون شط كده الحاجتين فروست ده الرئيس هو يشايل السيتواتي إيش نيسن شونا Руслан Аушевина дерес хуил, Масана дерес хуил, от Санаев Вастинден. И ситуация иш нейселарында просто он четко хагушмаду лергтир лец любой тигайол ластуй тан садиязак ахтахом оли хаж сар эйлари хаж вож эйлари лерг хауза дуай иштхавала хайвел куз хончужин дальдир короче хайда придумать недица эйлар леч. داول شكرا سرازو آخرنا استشتاد كواش شو تهم شده كنيرسون اشت أيه وال تجينو أيه وين شديت نيرسو يا. أتبر представь вот арбо мака точно исан бабу тенш халиф ицариш икаралей менш потерца. Любой хаялен любой ту тигайол путин халиф цар سون вот лерг ist Hause den Hayel her hat ich sich переписать сун кегенеш без и шокаешь когда филюсо короче ich sich штаты базбел короче чуть ich та проблема я за 5 секунд он есть что хадис эйт тебя сразу нарисовать могу из سون خيت سون خيتر دو ينو سون جنا خزنا داس نو سون خيتر سكورتو حالاتك دو هون دالشي دالي بايمر صحويش صار بورد بقدش خل أولا أشبو أولا أشقابل بش واي نقشي نخبوت واي دالي بايمر برزنات سواحت أولا واي وجاي كورتشر أوتوماتم وجاي أولا واي قابل بش سغلو دالي بايمر برزنات بق بيشتغل شوي صار بورد بقدش تغل Сонда أسئلة شيء تبوش إيش تحيوش أولا ديل أولا سام достоверно ins nochtje had ich flui nochtje stuich das ist достоверно это нахет арбою цергер had ich цергер эти цахом просто в жизни хаец мегердоч отцун короче да тишме бочи отцун усали отцун
Та хитрый, да, отцул ишбич. Хит синс от чуа вахуш. Просто админ хайга подруку ела дагайта церин стозу кошли шахнети цердуй цугдуй оча хали. برام سو جينا فيديوش إيش بيخ موبيل سوغر تاع لدرلو يا لحسو تاع شين نقول غير لحسو قين تيدلو سؤال والو الدولة يعني بروست تسمع هون ده ما شاء الله هذا إيه تو بوي تندر أو تسوول شعار سو استملا خبر دكتور شيخ كديس وول ويلش إشتا شيخ ديس وول ويلش إشتا دولة يعني شيخ حال يلسا دال برتع بول ويمسو بوسو نير مسو نوخشي نير دال ميلو نوخشي أستهم ديسر دون إنس تحت دق دير خلال تغلا مجلس على دولا إبراهيم حاجة أتصل ووشي ديش خير دو نوخشي ناخ إنس آرنسي دق خير وسو آرنسي ولش خيناح نوخشي جيش سوي وش جينشول خزخي درخسون لدو شوية زام يوخي وروان ها لدو شو اسمه قريب ورجع ورسو تسيق ديوش ووش هتغير إشتا سبورت заниматься ليش إشتري اشكا وخش عاش ورخصو تسيش ويدن علوي بوش تسيو مجوش سوخزح سوين سوازي والا مجي سول الدين ويلو تسول تحقي سوازي والا وات أرمخور يو ساشوز خوز اشتباهنا بعد سوني إيه سوالج وين خصوص أبشيش دعاش ور سوالج وين خصوص الحاني خشا ريستران حوره شاش خيجن سقيور شاش درة اشتغاسقي بر قيل غاسقي ور تاق تار والين ساقون غاسقي ور تاق اشلقو بر شاتر لارور واتر شا حولج غديش وينال غديش ينا وصل ديش ينا يدوش لاتشنيا اش حقيجنق أبشيتي حلق دايتنا محبت بول بنقل تشينسي وخديتي بوش محبت سر سو بشيت تسوال أزناخ أس توش تكباش سيخينر ويتنا موات تساول هوش مش بوتي هنزال هوش دقو حلق وقع خلة ياو درجات تنتع شيء سيمي اش سزدات تنتع بغن اشتا ستريكش خلقوش مولدوي باتوش ثاني وقع أون دوتا أسأله علوي يتنسي علوي سوين تعوون هقصد كمنا تشرار موالعال وها وانا سي ترينر والوش تقوي تاج والوش حبي اسو ترينر يلس شو ده كان بروستو جوبن دايت شان قيمة تيوش أس أدين نادين وقروري تنسى وتغاسق تنسي داك لدو شوية لدو بنشك دولار خبط أسين إتين دوس إشت أتصل جو برت بر أتخينا عن نقشة جيتشو خزاخي يتروقوين هينس مجموع قلدا لقى حال هل إشت وين إشتوقي نقص وسمونه تاق واغن السيترين إيه واغ إيش ككرز وتح شهر ولا حباكيش حباكش قبل ترجوبي قلت هتعيتي تنز برش تاتشيش وشوف تعبان يشاوي سيقود يقع أسأل علوي هالنيل دا تتوغي وجويلا يا نيس جنك طولاتون جنك تقيتا وجرواتون علوي شامو شميت اللقي وش 100 чем-то килограмм весишь он кантну علوي تيوغانتو إنيس أو تشيلسو توخ على إدعك رايوش تتادور تدعك جلوسن بويتيوتو ولا بكورت إشتا تعلشتون نمت خدعت ويلنقي حتوخش داتوخش بوي بيتشوي مت وقت لتوني on تقوي دوم ما دوج يوزن تعبي دنقي سن تعبي تحاول تي أمير تيوسو سنو أجل عدبيت ويد خيج عدبيت هم ما داسر شو خير ويشتروري تقصيق اتسرناها سون بوشار او ايش حاني خن يتنير يوقروا هرقاو يريك درجات تقمو تكون خاطر غاري اشتي авторитетный такой просто на остал деш совар Halloween короче латвали не разреши
Так, لازم أعرف تقول إيش مرز عين دواء سوجين وين نقشن ده نقشي بوش без различно تغلوا نقشي نيتش без различно تغلوا والله تغلق أس الله عن خائي نقشل إيو نقشي خلش حول بوش خيناح سان توتريو سان داق لاتريو سان ستروني كلريو تقوي ونقشي خلر دوي نقشي تيغلر دوي أسبار كونونا без различно دولش تعينا والله دقشو مرزو يولش عين دوي آرنس إيمن آرنس جو برت بولش وجو يقمتك يوغينك أستع فيديو ولا ديور يتع مجولش تفاز بشنك وي по религиозным вопросам, даже те, запомнить я говорю, что за память чего даришь, даяла се квартир. Со элер и жаугар волчхена, перу тамах, война ночи бег цабелер, und элчи шевертшка нахбар, но жох жахарна, цер политик خوش, so бег цабелитер нах, жахарн خير бег بيق بلج خين لك بيق تبيزي الشلط أمح صار جماعات فاز بنا شوية مو يرهون كذي الورتع يرهون سير شتاب كذي الورتع كذي الورتر هو يرسون سير ووز غلق علم تجا صار شمل كارت وغيت البرام وشمل وولش شوحش يولش كارت وغيت تاري يدعوات تشويك يور إيش يوقف بيزبيارزو شويك أتش كذي لو تعشتاب بيولش إيشولي وقف بيش بولش صار شوي أن صار خلاني شوي أن يري أت جرز داغستان يوقف بيزم أق إيش تاجن يري نوختيشو اللوتشو تلاتي قوتو قاحا يوق ترينش خلي إيش دوق يوق ترينش خلي نوختو يوقع دال برتع بولقو مسيري وزن دال واي ووشي دي زادي اشخاص عين دار واي سوجيز نهين شو يوق لو وحال دوق واي قاعد قلدي حقيقون شادك حقيقية تمش والله إيش ووشي خز ديشت خلاهم ماجر توما حدك إيش تاخد على إيش تاع ووشي إيش تاع ووشي دايات دوش ووشي إيش تاع بياخدات غارش وإيش تاع تعبرت خل تاع آغور تاع روسلا شو دي دخش تيرش ديك خلر شو أبيدنا دقسون إنت واتسو راسكول نقش يوقع خلر مگر دو عادك يولشو داريس خوون بيقلت إبراهيم از يوهو بو سو ستان بلاق انتير دول سو إشت تغوش خوش تغوش خوزعتا نيجيريس وشل آر مو غير وقتي أحسو آر وقتي أشتاق دا آر وقن سو غات لا وشل آر وقت ما شوي عادك تاك إهنت علتنا قد من نحلتي حاجة يتسيدي أولك شوات سر ويشو بيتشي أربوش просто أربوش يختيش والتبوي تجوك تي باش تهم شديد أجوك تي شل ستورس شو وقتي شوارك صوت أربوش يل هندالش تشاش ديد سوك تا شاشليلو чунга шендин долу чахат садолич дитат садуич та как бы та честь та достоинство та умаилш нахбуш хорши та я шей я хабит буха боч я та короче тому эрн я адмалиоч я дуэнал доч та иш тaqiyet роч сапалну خيبوتها نقاط нормально бештана шташ та квадратный олчелс ман хрутера. Ну, что в целом, что определить, пока что, что вообще тиеш мегардоч, что положение.
Эти особые знания, сокровенные, известны только ему? Тогда как они дошли до вас? В какой книге это записано? Или это просто слухи или сплетни? Таких трудов, как чтобы он что-то где-то написал, таких трудов не было. Тогда как они дошли до вас? В какой книге это записано? Или это просто слухи или сплетни? Разве Аллах обязал нас следовать слухам и сплетням? Конечно же нет, конечно же нет. Там очень много разговоров, которые передаются по цепочке передачи. И есть люди, которые верят, хотите верьте, хотите не верьте. Если моим словам не верите, спросите у Расула. Шейх, почему мы должны уделять внимание тафсиру? Шейх, почему мы должны уделять внимание тафсиру? Почему мы должны уделять внимание тафсиру? Потому что это первый этап понимания смысла в речи Аллаха. Отцул играйскущим в плен дуан, короче. Даже уже это ойлан стер эго даже веллеха частично полным велхеру элцахьецу из-за и села намного от села хаяхтия варк so it was бичуйте я хагайтину цад шершо велен бичат вот от бичал чо в сторас чо от ночи села уйцу нахтия варкс Херхуются гушилца бичью, чуаца шершу харчин лахаину. Вообще мичар хаелю хуфа избе мубаха мухабарат танке болбешу и яхудешу из. Та акарешил и та муэрну та противопоставление. Тарастя ларта чуэшу хагайтину села убэч. У нас что чего-то, чтобы записано, нету. У вас тоже нету записано. 230 лет после пророка только записали. И то в те времена. И то вы говорите, что записали. Шух ты, швек шул, короче. Аудал хилмавиз. Примерно, да, Ханс. Да, с халха иглер идец. 200 лет примерно, да, расширить здесь полностью душа. Лет, шадош. Перец из-за бахцер, они говорят это. Они говорят, что через 230 записали. А чтобы через 230 записать, это источник его тихаем. Нету нигде каких-то Бухари, муслимов записей через 230 лет вообще в природе. Есть только Багдади, который Абу-Хари записал уже в 1200-м, то есть 12 веке где-то, в 13-м, Штухайна. Все, больше там нету нигде. Царь вот Багдади. Из-за Багдади, он бады где-за, из-за подлинник Юйцага, я понимаешь? Просто Хохарях тиеш, есть, шершу Швейцарях. Уж насколько тишмею просто хажатишь. Как раз это хагой чуну будет халыт. Шейх, почему мы должны уделять внимание тафсиру? Почему мы должны уделять внимание тафсиру? Потому что это первый этап понимания смысла в речи Аллаха, субханаху ва тааля. После чего мы начинаем понимать, что хочет от нас Аллах. В Коране есть приказы, запреты, указания. Чтобы это все понять, нам необходимо знать тафсир. Мы должны освоить тафсир, а затем перейти к тому, что идет за ним. Приведем пример. Аллах сказал: «Ударь ногой». Вот прохладная вода для купания и питья. Если мы обратимся к толкованию салифами слов «топни ногой», то увидим, что под этим подразумевается топание ногой по земле. То есть ударь ногой по земле вот так. Здесь Аллах рассказывает о пророке Аюбе, алейхиссалям. Он был изнурен, болен. И Аллах приказал ему ударь ногой по земле, то есть топнуть ею. Безусловно, Аллах может вывести воду из-под земли и без участия Аюба, алейхиссалям. Это подобно тому, как Аллах приказал Марьям
Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики. Таким образом, понимание слов «ударь ногой», «вот прохладная вода для купания и питье» говорит о том, что по причине удара ногой выйдет вода для купания. Некоторые суфии поняли из слов «топни ногой» значение «танцуй». Это указывает на то, что они не поняли смысл слов аята. Приказ топнуть ногой по земле, который Аллах дал в определенном контексте, это одно, а приказ танцевать – это другое. Если мы будем использовать этот аят в качестве аргумента в пользу дозволенности танцев во время зикра, которые практикуют суфии и другие, то это будет указывать на ошибку в понимании смысла данного аята. Это во-первых. Во-вторых, мы будем называть это действие шариатом, в то время как оно таковым не является. И неизвестно, чтобы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, или его сподвижники танцевали. Это не относится к их обычаям. Да воздаст вам Аллах благом, шейх. Да благословит вас Аллах. Бисмилля ар-Рахман ар-Рахим. Наша онлайн-академия Аль-Худа продолжает. Ибрахим, это старый дом, хаулер, что нога, что назум оттич. Это короткий. Примерно ночь. Идутся шола давно. По Европе нахбук аной бог, что нахбукуза. С докладью на церковь. Но в последнее время... Что церкви связаны, сейчас он прекрасно юзон церебайзер. Ночью барты был, что мелдат, здесь и аласт форс. Шхуза уже давно открыт кадыровский официально, ну, кадыровский был. Кадыров тебя вообще не кипо тихо просто пехотинец Путина. Даллаха, что кадыровский, это он один, это давным-давно уже куза. Хаилан из Ерцерхалеш представительство. Просто не получилось у них усыпить всех. Отсюда нормально нахбу облапошить менюка и извини зашт. Инсам цахас, он же мхалва барихаксон. Это не говорится о том, что шагбеш, короче, там гебникиш будет. Цандас олхдом, вы вердиш ты дерзиз, вы бартрибу. Вы вердиш ты дерзи, вы бартрибу цаол цандас. А по-другому вы барт хырмоваться. Любой хумбады, где завирда, любой хумдуется до тебя, чтобы потихоньку что под русский флаг вахал в итоге. И что вахабистский тема только для этого использовать. Твое мнение для нас ничто. Примерно сам, что или не раз, что тарлушандук примерно. Вы Кавказе, там штеш, ницах, бусуд делец, бусуд делицитен. Единственный голой бац. Царь что-то шеш. Хажи науан хаз. Хазам да оттин, зикр оттин. Добровольно. Жай лалуш, делец, низм. Иштритхсун примерно. Ничего интересного. Инсажа и май да бош, гуа кучва. Короче, как бы люшова кучва, разные. Ну, это на личности там туда-сюда. И цакока буа уцалла билла. И фуфую хай уцалла илнак хукок буа. Фуха хун ацарих лет сидядек. Хай кокун бай цацуалла леч. Хун цабина ишт кохан да нохче байракин. Как бы потрудиться ден. Тия цабау хуатен ишт. Цакок билна цути цахум билна ишт. И مثلا دعيس قيسين إشايل أربعة يتسرق يقوقرش نوخش بايرقت
и хокарчи халла хита еш 500 миллионов юан шкудунечо. Церг хокул цацкезик бевацун хо. Бусол вежи ошбала и хок ты байрак билан цен распространить бен. Церг хайгул хунца дюйцет. И ахцуты билан палестинский хок из Палестины. ООН-чуа, аж постоянно представитель ООН, ООН-чуа. И цучугол хайгул хунца дюйцет церг. Когда был бусолдна мон цучуа, аж яйол арабские страны, Лига арабских государств, чаек цучуа юн. Церг шайкок халга билич. Шо хундат уж сан нечто, уж сан нах хундат свои. Просто давай, клянусь Аллахом, если ты после этого не будешь обвинять эти писания в педофилии, то тебя примат баба остается открытым для всех, включая тебя. Гоэн хол 3 миллион бивает, хо 14 тысяч. Хо эльчи хакома, но он цахиеча, я не знаю, хомилу конкретно. 14 тысяч, вага, он куропет, кстати, властвинца на Сирию, тебя уже полностью покрошить бина. Инц по рукам лил, что дребут себя, хо и хок, короче, да, он мети бэлен, и халга хват, бин лил шухо. И хотя бы цауз шай хок церга биллите, шай байрак, что арба бусал вежи буй, шубу. Вот церг шай хока бай, те байрак, церг, цер цауз хотя бы бил, цер был хауси, шай хок хала билан, что. Миллионами юшунур. Цана чуял, что хуй из ООН, ОБСЕ, ПСЕ, цучу ашушун, шгадами. Цучу церг, цауз хотя бы, шай хок чуб бахайте, шай хок мета бахкатиш. В жизни один раз хотя бы. Цугуман хотя бы, цапайда хиланш бусал вежи буял. Иште уасалум же забег, это вообще ущербно это. Ишт полностью и кока билан там мете ишлила рухо. Велла цхита цахулшишт. Иша был и Палестин, иша был Абу Кардош. Это постановление работает. Сам дукуза, масара дюйца, кучу бовча, дукчуар, вахбистш. Куза, öyle признавать, что хунадер уху, вейн хейхамбо. Но царь чуб, она царь цаул. Царь штитмади из вейксан. Öyle признавать, по массовому признавать до. Ихал из галат далхицу. Чубу штат получает. С какого перепугу ты, помет, навязываешь нам свою оценочную критику? Это мнение ты можешь транслировать и навязывать самому себе, и втирать его своим овцам, которые имеют подобные тебе взгляды, но не мусульманам. Потому что, в отличие от тебя, мусульмане различают эпохи, когда этот брак состоялся, и они налево и направо не применяют термин «педофилия», как «делаешь это ты, помет», которым обозначают болезнь человека, а не законный брак. Во-вторых, наши предки никогда не были педофилами. Твои предки были педофилами, согласно твоим взглядам и твоей оценочной критике. И мы сейчас тебе это покажем и докажем. И тут примечание от нашего канала для чеченцев, братья чеченцы-мусульмане. Мы не считаем, что ранний брак в ту эпоху был педофилией, потому что прекрасно понимаем разность времени и эпох, в отличие от этого недоумка, который сам себя этим загнал в угол. Итак, двуликий, только затем не отмазывайся своими беспочвенными и дешевыми отмазками. Типа это враги написали, а то они у тебя в одном месте, враги, когда тебе это невыгодно, а в другом ты на них ссылаешься. Не рассказывай нам потом, что это недостоверно, что это СССР и прочую чепуху, которой ты кормишь дебилов наподобие себя. И мы приводим, братья и сестры, источники, приближенные к тем временам. В отличие от этого примата, который, ссылаясь на свои адаты, приводил книги 20-летней давности. Итак, в книге «Народы России. Чеченцы. Лапари» 1880 года на странице 16 автор пишет, как вы видите на скрине из этой книги. Чеченские свадьбы совершаются рано. Девушка выходит замуж, как только исполнится ей 12 лет, и само позднее, в 15. А молодые люди женятся с наступлением 17 лет. То же самое на странице 85 писал Соломон Егиазаров, исследователь юридики.
Хохку зязи накво сойо шайо юбах цецагон бидок ба. Инто талла юз мелдо цуше сомауэр вообще за хочу лубош. Вообще я иду вообще должен ты хаз. Писал Соломон Егиазаров, исследователь юридического быта Закавказья. В книге «Брак у кавказских горцев» от 1878 года, что брачным возрастом для мужчин считался возраст от 15, а для женщин – от 12 лет. Теперь, лицемер, смотрим, как ты сдержишь свое слово и назовешь своих предков является неблаговидным поступком. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: если вы услышите, что кто-то гордится своим происхождением, кто-то гордится своим национализмом, своей нацией, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца, то пусть пойдет ухватить за член своего отца, чтобы он схватился за член своего отца зубами. член своего отца, Член своего отца. член. Есть достоверный хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это негласно мнение ахли сунна валь джамаа, что арабы, они возвышены, чем остальной народ. Это негласно мнение ахли сунна валь джамаа. Какой бы ни был в Дагестане нация или фамилия, или в Чечне тейп не был, в Ингушетии какой-то тейп не был, круче, чем Бану Хашим, Хашимита у вас не будет. العرب أفضل من جنس العجم لا شك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فهنا الخيار يعني بين الناس. Evde bakon arboş. O гордится деш. Хальчишт. Хаз хадиш. Еще дальше. Я его мягче так примерно довольно. Зуд моялю. Чичур волк да кеда массома полностью дом на нее. Массом лилда. Увидел еще когда хайльцу лилу ды. Не, зуд елуш хайна. Мой елуш, дава, вистахил. Вообще, дадуютук, хадуютук, киет, цунцуэл, ешмау, дуюзулбеш. Цун танерат, юк мехтег лилуш, гергер лилуш. Хакер лютук просто, и женщина просто объект сексуального вехмобилашима. Шмур дякиш она обязательно тут эти выдоход и тавил термин читишь. Как бы вот это объект абсолютно там, что она, как она, без разницы. Так, халкайнай, давай, гайда. Халкайнай бокуду там 6 шокач уже дал, вон, короче, шегеет элла. يوم خرسوا برده انتحال دو نرشي في نكشية انت جمت بواس بايتاش بدويتي لات اشتهدو يجتوك يحديشك итоге да именно озвукан биалошуис кывулкш дадиш датцу массума чурдо хозяйство лилуца есть. Вопрос тут там. Хозяйство лилу, жембиру, мулилу, хозяйство. Все. Цахум вообще просто как будто бы товар должен дать, если его 9 лет. Мама меня привела, лицо помыла, боже, ходить, постоянно на качелях каталась. Меня лицо помыли, сказали, ты счастливая, ты теперь у пророка будешь, жена.
Просто вдумайтесь в эту всю ситуацию. Я еще понимаю, там, двух детей каких-то свели, и этот не понимает, что и этот не понимает, что двое. И тут ребенок, который вообще сейчас не отдышал, боялась. Хадиса, что я очень сильно отдышивалась, дышала. Потом меня, ее лицо помыли, привели к пророку. Представь, 53 еще должен. Ожут. Сухайна, мяуду, 50. Эрбер, хадерин, я шухач. Типа, говоришь, айна гинашин прауху. Из-за щена хвостол чаду. Самый лучший друг Абу Бакра. Короче, вообще, цуман уайлца я шлю, просто тажим уайле дюеннал захоч, хайгал захоч. Ходу вообще дегдет, чтобы это осознать. Ишь, голову, короче, паник шло. Что-то Аллаха мышлю, там надо мышлю. Представь себе, ламчонду. На ребенка женился, и хозяйство он должен тянуть, этот ребенок. Вот видите. Интересно, вот взял ванку чуадийцы хадис. 2401 доказ муслим дермуатсоне. Админ ахадильч. Иснад линк чуадатсон. Кьечана чуахулис. 2401 хадис доказ. Просто ты чуадуешь, что он просто хаусишь, посмотрите, что там написано. Мало, он выставил, что машу. Тонни у мало у машу, выставил. Ведущий хазу. Все понял, момент лезу. Ислам News Чуах. Кардовис. Ссылки в эту. Так. Ну, хочу тебя гуштать. Ислам News Чуах. Надуй. Слушай, ссылка есть нам. Короче, да, и докс. 2401. Муслим. Аиша сказала, однажды посланник Аллаха лежал в моем доме, обнажив оба свои бедра или голени. Или голени. Попросился войти Абу Бакр, и он позволил ему войти, оставаясь в таком же состоянии, и побеседовал. Затем просто цахучун Абу Бакра, Аиша Даву, Аиша Садуич Хадис, то есть Масит Зуд Маюй пророк. Колша, верзин как бы улшу и голен бедра шагуш. Дати улшу тунде его хочу волш Абу Бакр. Цун лохка уархаем цутидел. И чувельча, он позволил ему войти, оставаясь в таком же состоянии, побеседовал. Затем
попросился войти Умар. Умара Тундеушин, тоже пророк Тундеу, Умар Юаэлин. Он позволил ему войти, оставаясь все так же, и провел беседу. Затем попросился войти Усман. Вот тогда посланник Аллаха и сел, выровняв свои одежды. Мухаммад сказал: я не стану утверждать, что все это было в один день. То есть передатчик куицу, цандейнаду элз. Сейчас утверждать передать, но что-то. И он вошел, побеседовал. Когда же он вышел, Айша спросила: вошел Абу Бакр, и ты не прикрылся. То есть антигума цетесин. И к нему ты отнесся равнодушно. Иштабах пуза равнодушно, то есть тому эрду сам. Хамцабеш иштам. Лайрамбоч. Затем вошел Умар, и ты не прикрылся, и к нему ты тоже отнесся равнодушно. Но когда вошел Осман, то есть шестунда человеча, вообще-то не да, цахьеч, а ты, но Осман человеча, ты сел и выровнял свои одежды. И он ответил: как же мне не устыдиться того, которого стесняются даже ангелы. Вот села на кучу лиши, там цахайчу на хайзарду. И وايد خالها تقولش وا هنادنا بيوخم كيفيش أتيش بزبون ألو 29 هرهوش مرداكيو جواب دليش الشويتا هرهوية из Мадуи, вон Шамиль Басаев стягивают. Я когда хотел ваххабистам стать, зашел к ним, они даже задниц метаться хотят. Я спросил, что вы себя или меня не уважаете. Они говорят, пророк Надин так не делал. И доказ, вот тут тоже пророк лежит, он полностью. Он шут, я бедарят. Тунда я хочу законно суннати хагойтмон, тунда я цмухали. Тига духа тунда сума Аллах ахуда да. Короче, вирсен, жалсен, кончмаю, а у или короче, я чую, хал несло, короче, там ука несло. Так заходом, году али лошты. Агайла, свободе, суннати, ищет малуи. Пойму, кузгуайн хадис, 2401 муслим. Кучу ищет. Пойму, дальше, что лучше махала я. Многобожник. Понятно или неверующий? Меня тоже агитировали, меня тоже пытались, как говорится, втянуть в свои ряды. Я уже было, даже, можно сказать, чуть было не стал ваххабистом, но меня оттолкнуло и удержало единственно одно. Когда я уже решился к ним примкнуть и уже с этим решением пошел к ним, я зашел и я поздоровался с ними. Ассаламу алейкум. Ну там в разных позах сидят, читают, кто как, большие, малые. И все ва алейкум ассалам, но никто даже не пошевелился. Я говорю, вот что это? Я же поздоровался, почему никто не встает, что меня не уважает или себя не уважает. Ну, мне говорят, саллаллаху алейхи, пророк Мухаммед своим асхабам не давал вставать, так что нам тоже не надо вставать. Я говорю, но
Я как знаю историю, он сам вставал своим асхабом, и асхабы ему вставали, но когда первый раз встречались, но когда мы день 10-20 раз заходим, выходим, мы же тоже не встаем друг к другу. Вот. И на этом вот у нас произошел спор, и я уже из этого сделал вывод, что они заблудшие люди. У нас тоже национально-освободительная борьба была, война была, и у нас тоже ваххабисты воевали, но 5% пассивы. А 70% в частности, все тяготы этой войны на своих плечах вынесли конкретно это муриды, последователи Кунта Хаджи. Я это говорю, потому что об этом надо говорить, но никто не говорит. Хотя я сам последователь шейха Али Митаева, мои родители муриды шейха Али Митаева, но надо, что есть, как есть сказать. 70-80% это последователи Кунта Хаджи на своих плечах эту войну вынесли. И никаких ваххабистов здесь никого не было. Да, Басаев Яльч лично сутешился в любом случае. Хажи Мурдыш все равно нохчул до царга. Это я четко разъяснить. Никаких ваххабитов здесь не было. Ну, цухал воду и так, ну и просто. Да, цулка, тихий, то есть каждый, кто не осознает, что это такое, ваххабит, там, туда-сюда, кто это воспринимает как какого-то союзника, как что-то подобное, он полностью подвержен, обречен, скажем так, стать сам в итоге тоже ваххабитом. Но сухенна все-таки твой человек, чем как бы генек мадуй, генек будет, что ваххабит хаваешь, а чувач, там, короче, метр цабех кибах, что чувавельч. И буду что та виллах мадать куда. Сосиец целерам бушу, шейц вогу хайр гунядинач сунната. Тундел суннат шун, из дома дишали 2401 муслим сахих. Пожалуйста, суннат духай, что тунде хочу я, что нормально, хатуа, что Нохчи рылкш он. И рылк Алилич, Ауз Халилду. Если ты уважаешь, тебя уважают. Иду и нохчу. Видите? Так, и уважать. Будет лучше вала. Ты должен полностью, ты должен нохчу лилу здесь. Вся эта атрибутика полностью. Мавар нохчи хильвиз. Тебя будут уважать, люди потянутся к тебе. Это хорошо, что выставляешь, а дальше подавать. Выстрелить, выстрелишь, молодец. Выстрелишь, ты обсудить дальше. Машо, мал похуй руку, худу делать суннат полностью. А я мортане халвач мацахилай, салам да, чуя инчунг. Вайн öшük делуц, вайца öшük целуц. Тунде хочу я вельч, туна давила дуэ полностью дабагатин. Шмадер дала. Тир бедер дежит, ты увозит целуч. Так, милую тему обсудить лучше, что умываться. Ну, что, дизель упоит бы. Надо сперва отсоединиться от кукана арабского.
Emin var tabii en ahırsan tabii Женя. У нас выживали только лучшие, ну, хотя есть у нас, конечно же, свои уроды там, разные копченые тоже. Но не суть. В основном народ наш, горный народ, он имеет Это хорошие... черный кубик, кузажа и вообще кэш моя царство. Малевич, черный квадрат. Квадрат Малевич. Чого хагуш моя ти Малевич? Чор эра вали Малевича квадрат. Ты хочу вала? Выйди и зайди. Давай я тебя... Давай исключить тварку, чувак, короче, он уж молодец. Вот, сейчас вышел, теперь его снова позови, админ, пригласи. Вообще где-то там вдали, где-то слышно далеко. Это вопрос истории, а не вероубеждения. Мы гордимся этим браком, во сколько бы лет он не был заключен. Женился он на ней в 9 лет, в 15 лет или в 6. Это не имеет никакого абсолютно для нас значения. Это имеет значение для тебя и таких, как ты, сородичей обезьян. Ведь ты же не умолкая снимаешь про это сотни часов видео и ведешь стримы, доказывая с пеной у рта это подросткам в чат-рулетке. И да, примат, свидетельства непосредственных участников этого брака, таких как сама Айша, ее отец Абу Бакр, ее мать, тети и так далее, говорят нам об обратном. О том, что они знали, кого выдают, во сколько выдают и когда выдают. И сама Айша ни разу в своей жизни не упрекнула ни пророка, ни своих родителей, ни других людей. Словами «почему вы отдали меня за него в 9 лет? Я же была такой маленькой». Даже после смерти всех этих людей она такого нигде не сказала. И это для нас показатель, дарвинист, нежели чем твои эти обезьяньи потуги, опорочить этот брак или дать ему свою оценочную критику, на которую лично мы плевать хотели с высокой башни. Ты и такие, как ты, примат, не являетесь и не будете являться для нас мерилом истины в нашей религии. Даже если весь ваш кафирский мир будет говорить про этот брак днем и ночью в негативной форме, мы не откажемся от гордости и величия за него, потому что плодом этого брака стала выдающаяся женщина из числа самых знающих эту религию людей. И имя ее Айша, хочешь ты этого или нет. А что касается Ат-Табари, то он приводит 2 свидетельства, включая возраст 9 лет относительно возраста Айши в своей книге Тарих Ат-Табари, а не одно, как ты ложно это утверждаешь. И об этом также сказано в нашем видео. В-третьих, Аль-Мухтадун – это не диктор и хозяин в одном лице. Диктор – это один человек, а Аль-Мухтадун – это другой человек. И то, что диктор канала Аль-Мухтадун где-то озвучил и подтвердил 9-летний возраст Айши, никак не противоречит нашему видео, которое он же и озвучил. Потому что в нашем видео «Дарвинист» нигде диктор и не отрицал 9-летний возраст Айши. А если отрицал, где он его отрицал? В-четвертых, когда подобные тебе комнатные эксперты-исламофобы, читающие по 20 томов с твоих слов огромные труды, говорят про женитьбу пророка и Айши, они этим подводят своих слушающих овц к тому, что как человек в возрасте мог жениться на ребенке, имея в виду, что он становится у вас педофилом, как ты не раз его называл в своих видео. Но давай для начала посмотрим, на чем построено твое обвинение в педофилии пророка, и откуда ты, примат, взял свое убеждение относительно этого термина. Понятие педофилии, примат, появилось в 1886 году, через 15 лет после выхода Алисы в Зазеркалье. Его ввел известный немецко-австрийский психиатр Рихард Крафт-Эббинг. До этого половое влечение к подросткам не воспринималось обществом как отклонение от нормы. В Лондоне большим спросом пользовались проститутки-девственницы, то есть девочки 14-15 лет. Это вполне укладывалось в общий тренд. Дети с малолетства начинали работать наравне с взрослыми, а понятие «детский труд» как этика юридической категории просто не существовало.
По мере того, как роли и функции ребенка и взрослого в обществе разделялись, ребенок постепенно становился субъектом права. В 1965 году педофилию окончательно признали извращением, а к концу 20 века педофилы стали чуть ли не главными врагами западного общества. На рубеже 20 и 21 веков борьба с любителями детей породила другой социальный кошмар. За любое проявление любви к детям быть заподозренным в педофилии, то есть фактически дискриминацию взрослых. Термин «педофилия» примат не является ни юридическим, ни психологическим определением, а является психиатрическим. Он описывает явление сексуальной жизни, психические расстройства и расстройства поведения, согласно международной классификации болезней. На бытовом языке примат этот термин стал синонимом злодея и насильника у вас, либералов-западников. Поскольку твои убеждения относительно этого термина целиком и полностью являются плагиатом сегодняшних западных ценностей, и твоя мораль относительно этого берется именно от них, а не от твоих предков, и посему сегодня, как ты называешь пророка педофилом, большинство своих предков ты также должен назвать педофилами, потому что ранние браки в Чечне в те времена были нормой и обыденностью. Педофилия – это психиатрическое заболевание примат, а не преступление, как ты хочешь это выдать сегодня. И этот термин не применяют к людям, которые женились, даже если возраст одного составляет 9 лет. Педофилия – это термин, когда человека влечет на сексуальной почве к детям постоянно. Это не юридический термин, чтобы ты мог его навешивать ярлыком за какое-то преступление любому человеку, который взял себе в жены, в кавычках по вашим стандартам, несовершеннолетнего. Король Филипп Август II женился в 1180 году на Изабелле де Эно. Молодая королева в это время достигла 10 лет, сочеталась с браком с королем Филиппом Августом, которому в это время исполнилось 15 лет. 5 лет было Марии, дочери тверского князя Бориса Александровича, когда ее обручили с Иваном III, 7-летним сыном московского великого князя Василия II. Дева Мария по Библии в 13 лет вышла за 83-летнего Иосифа. В средние века на Руси выдавали замуж, начиная от 12 и заканчивая 19 годами. И этих примеров в истории Руси, Европы и других мест уйма, включая даже Кавказ. Но вы, лицемеры, не нападайте с этими обвинениями на Европу сегодня или на Россию. Ты, примат, не нападаешь с этими обвинениями на своих предков. Ты, лицемер, не нападаешь на Швецию сегодня, где брак животного и человека дозволен. Это у тебя не считается аморальным. Ты не нападаешь сегодня на их дозволение лесбиянства, ЛГБТ. Ты на это не нападаешь. Ты не критикуешь сегодня кафирские страны, занимающие первые места, включая США, которому ты признавался не раз в любви, как и Израилю, где эта педофилия краем бьет. Ты лживый лицемер, сутками сидишь и обсуждаешь брак Айши и пророка. И кто дает оценку сегодня этому браку? Кафир и лицемер в твоем лице, который, используя психиатрический термин, придуманный австрийцем, выборочно... Что, все? Или подвисло у тебя? مسار تمالات سيدة هون بيدافيلية تدا-сюда. Около мацалят ценза. Они до сих пор 9 лет женятся. Тебя не слышно, ты на австрийце прервался. Еще долго у тебя там текст этот будет озвучен? Нет, он, наверное, думает, что вот это полчаса забалтывания, оно что-то изменит, что ли? Полчаса болтологии, и что после этого это будет нормально, да? Что 9-летний ребенок на 53-летнем старичке женился. Это до судного дня. А судный день когда будет? Так, ну, да. Короче, дальше не слышно тебя.
Вот эти все какие-то моменты, которые ты там перечитываешь у каких-то кафирских королей, какие-то, я не знаю, негативные моменты, которые вы там где-то ищете, всякое, где-то педофил, где-то еще на 2-летний, где-то женился бы даже, если кто-то. Это абсолютно не оправдывает сунну, которая до последнего дня, до судного дня, которая там предписана. Ничего из этих действий, каких-то негативных, которые вы там ищете, абсолютно никаким образом, тем более там примеры какие-то обручили, когда было 5 лет на 7-летнем каком-то, потом еще одна, когда 10 лет на 15-летнем женился. Тем более, даже эти моменты, даже они лучше кефирские, вот эти моменты. Итак, двуликий, только затем не отмазывайся своими беспочвенными и дешевыми отмазками. Типа это враги написали, а то они у тебя в одном месте враги, когда тебе это невыгодно, а в другом ты на них ссылаешься. Не рассказывай нам потом, что это недостоверно, что это СССР и прочую чепуху, которой ты кормишь дебилов наподобие себя. И мы приводим, братья и сестры, источники, приближенные к тем временам. В отличие от этого примата, который, ссылаясь на свои адаты, приводил книги 20-летней давности. Итак, в книге «Народы России. Чеченцы. Лопари» 1880 года на странице 16 автор пишет, как вы видите на скрине из этой книги. Чеченцы... Так, и что ты нашел негативного у чеченцев? Давай посмотрим. Чтобы оправдать педофилию, как ты будешь сейчас искать какие-то гадости про чеченцев написаны? Пожалуйста. Там надо сковородку поставить. Да, там автора книги назови, вот как ведущий пишет. Кто это написал, что за книга, что там о чеченцах вы хотите сказать. Про Дагестан тоже книги там покажи, например. Без накаленного к сковородке не получается что-то. И если ты прав, правдив во всем этом, вот смотри, и исламский мир про это говорит, и вот оккупированные русскими Чеченской республики это пытаются обелить, как бы это оправдать, это дело. И здесь в Европе, короче, все ваххабистизированные как бы пытаются это оправдать там. То и 19 было, то еще что-то там было, туда-сюда. И в чем смысл то, что ты своим голосом вот сейчас не говоришь? В чем у тебя проблема? Например, в вопросе рода, то есть кормление грудью. И да, как в фильме «Нахль написано Тасали Маули Аби Худайфа Мансуха». Некоторые ученые заявили о том, что история Сали Абу Худайфа отменена. Что за история? История Баракулуфикум, что Худайфа, ради Аллаху анху, был вольноотпущенник, его звали Сали. То есть он жил у них рабом, они его освободили на воле, но он остался жить с ними. И когда он вырос, жена Хузайфа пришла к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала, что Хузайфа вырос так, что у него борода начала появляться. Говорит, Хузайфа, говорит, когда я вижу, что Салим заходит, к нам заходит, то есть что-то в душе своей, чувствую, что ему это не нравится. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, накорми его. Он говорит, он же большой, говорит, накорми его, сказал. И она его покормила баракалуфикум, и он стал для нее как молочным сыном. И тогда она сказала, что, говорит, то, что я видела в лице Хузайфа, пропало. И он перестал, потому что он стал его... Ну, правильно, ты сейчас хадис озвучил. Так оно и есть. Это молоко в кислушку она продоила или как? Да, там надоели за молоко в какую-то тарелку или в пиалку.
или напрямую? Этот хадис все знают, мы его здесь полностью. Там уже несколько десятков раз озвучивали. И что теперь? Ты тоже сиськой кормиться хочешь? Чтобы войти можно было там к двоюродным сестрам. Там еще есть хадис, когда пророк пришел домой, и у него, и Айшат передает этот хадис, и говорит, у меня сидит один человек. Так, подскажите номер этого хадиса. Вот один пишет, двоюродных сестер брали, потому что мусульман было мало. Абсолютная ложь. У пророка 11 жен, когда он приводит свою родную сестру, жену своего приемного сына, у него уже несколько жен есть тогда. И в то же самое время Абу Хурайра ходит и ему плачет, говорит, я хочу жениться, но у меня нет возможности, мне отрезать свои органы. И пророк ему говорит, ты можешь или отрезать, или не отрезать, как хочешь. Почему он не женился? Почему он не женился на мусульманке рабыне? Нет, там Сигаму, Духан, даже Айша, там, Мэрия, Гатилу, Шельч, или если Айша как бы мало мусульман, и ей надо срочно выйти в 9 лет, он ее может Аннусу хотя бы привести, который по 15 лет там парнишка бегает, хотя бы если уже им не в моготу, надо в 9 лет этот брак сделать, то можно же Аннусу аккуратно привести ее и еще стать ихним папой, за ними смотреть, наблюдать, обучать их, как там говорится, чтобы обучать там 5-10. Абсолютно не состыковывается это все. Никак, никаким образом невозможно. Я тоже много об этом думал, пытался это оправдать всячески, вот мысленно вот так. Не получается-то. У мусульман тогда был общак, общие деньги, где они скидывались? Не знаю, же там был общак или не был, но я знаю, что Абу Хурайра ходил не женат. Ну, я имею в виду, Абу Хурайра мог взять раньше, он же постоянно туда скидывал в общак деньги. Он мог бы воспользоваться, взять оттуда деньги с общака. Нет, по-нормальному пророк, кем Тафусумнан, Тёшмайцун, зачем ему 25 жен? Почему у него наложницы, то есть захваченные эти женщины? Плюс 11 жен, понимаешь? Как бы ты это ни пытался, как бы, то есть ты там понимаешь, что вот эта вот среда на протяжении 14 веков обычно свою вот эту вот культуру, свой самобыт, своих вот этих всех халифов там, которые у них были, они создали вот эту систему. И когда уже от жиру начали беситься, туда из безбородых мальчиков добавили, и 9-летних добавили, и всех остальных.
То есть Всевышний и пророк вот так хотели, это не я хочу, а вот они хотели. Поэтому я этим занимаюсь. Не, представь, вайшад дол дехар халлактин шеде доконтед адагаты хохи. Акашани на протяжении веков Кэлен пшан подстраивать теш, иноларе движения. Просто шеде доконтед адагаты хцова. Тагана шевек одулвел, цутя поехать дэниш, вай бошдат. Та фун даш, та бим баркш хаделш, та жим приятинш хотябет. Хотя бы так критично подходить, знаешь, если любой гуман, да, сразу во все тяжкие бросаться цадешь. Что нормально для духовности, для успокоения души, что умлила дешь, хайр мои, знаешь, объяснить тогда, что, просто шеде доконте надо ты потермоловец, а цитат цаить слосун. Никогда чеченцы больше типа не будут там народом туда-сюда. Вот как раз вахабиде царчутах я чулте, а? Вот метта чуа его шука цитат. Цитат амхал, короче, на уровне бать сошелся. Цитат вот. Переписк царицу ешь ублюдок и ермол. Тоже, короче, там мол хала и за ермол. Яримол хала яримол. Хилчох терду. Хоршишин Павел Цитаевич. Чечня – гнездо всех разбойников. В своих записках Ермолов характеризовал чеченцев так. Ниже по течению Терека живут чеченцы, самые злейшие из разбойников, нападающие на пограничную русскую линию. Общество их весьма малолюдно, но чрезвычайно умножилось в последние несколько лет, ибо принимались дружественно злодеи всех прочих народов, оставляющие землю свою по каким-либо преступлениям. Здесь находили они сообщников, тотчас готовых или отмщевать за них, или участвовать в разбоях, а они служили им верными проводниками в землях им самим незнакомых. Чечню можно справедливо назвать гнездом всех разбойников. Ну и, в принципе, там политически убежищие движения от Хайна разные преследования и разные хайрствон, короче, боучвал нахбат, для них как бы было пристанищем-то. Но только эти нас называют злодеями, разбойниками за то, что мы не даем на своей территории развернуть, короче, там для русских их какой-то геополитический, там военный полигон полностью командовать, я не знаю, там главенствовать на нашей территории. Управление одной разделено из рода в род между несколькими фамилиями, кои почитаются старшинами, имеющие сильнейшие связи, и люди богатые и более уважаемые в делах общественных, но более в случаях предприемлемого нападения или воровства собираются вместе на совет. Но как все они почитают себя равными, то несколько противных голосов уничтожают предприятия, хотя бы и могли они быть полезными обществу. Ажалар демократия халарду. Паче же голоса сии поданы кем-нибудь из сильных людей. Народонаселение в Чечне с присоединившимся обществом качкалов считается более нежели
6 тысяч семейств. Земли пространством не соответствуют количеству жителей или поросшие лесами непроходимыми, недостаточно для хлебопашества, отчего много народа, никакими трудами не занимающегося и снискивающего себе средства существования и длинными разбоями. Ермоловские акты устрашения. Одну из карательных акций Ермолов описал без всяких прикрас, желая наказать чеченцев, беспрерывно производящих разбой. Предположил выгнать их с земель Аксаевских при атаке всех деревень, лежащих в твердых и лесистых местах. Знал я, что потеря наша должна быть чувствительной, если жители о них не удалят прежде жен своих, детей, имущества, которых защищают они отчаянно. В всем намерении приказал я войско Донского генерал-майора Сысоеву окружить селение Даден-Юрт, лежащее на Тереке, предположить жителям оставить онное, и буде станут противиться, наказать оружием, никому не давая пощады. Чеченцы не послушали. Не послушали. Я им как бы посоветовал покинуть. Представь, ты живешь где-то в своем населенном пункте, там у себя дома, какое-то чмо приходит тебе и говорит: так, теперь я здесь хозяин, давай валите отсюда. И они не послушали, видите ли, злодеи, подлецы. Чеченцы не послушали предложения, защищались с ожесточением. Двор почти каждый был окружен высоким забором, и надлежало каждый штурмовать. Многие из жителей, когда врывались солдаты в дома, умерщвляли жен своих в глазах их, дабы во власть их не доставались. Многие из женщин бросались на солдат с кинжалами. Мягкая и пассивная политика своих предшественников убедила Ермолова перейти к отношениям с чеченцами на новых началах, кровь за кровь. Выражение наместника, ставшее его визитной карточкой, как нельзя лучше проиллюстрирует этот поход. Снисхождение в глазах азиатов – знак слабости. Как раз таки азиаты, чмо, которое ты пришло, там азиатское, там ваши падишахи, ваше вот это вот крепостное право, дерьмо пытается какую-то азиатчину там туда-сюда, ну, в негативном смысле этого слова, да, там приписать нам. Снисхождение в глазах азиатов – знак слабости. И я прямо из человеколюбия бываю строг неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены. И худу не понял. Тысячи мусульман от измены. Вот такие вот цитаты руснявой нечисти. И теперь найди там отличия с сегодняшними их потомками. Кстати, в Ханкалае, Алтуан плакат, Дерсер. Мы, потомки Ермолова, пришли, чтобы завершить его дело, довести там до конца, типа того. Издук. Я бы сказал, не то, что потомки, 80 национальностей России напали на нас. Надо правильно сказать. 80 национальностей. Кайдуку эмоцию. Ну, шаеш, юэл мегадол, шукаш, от Ермолова, личинкш.
покорить Даирчу, вот у них выбор был. Выбор был убежать оттуда. Ну, они взяли, видишь, умерли все. Войнах чолдығы. Тағын ек канал ши, одунет бүйіғнақ, одунет мел канал ши нохч. Радио канал қол самек шылық пристает, да. Ели доқым. Радио машу алайс форса. Ек канал шо новдық масарна, пусуднаны, масарна дац. Шо доқым да. Мадар дүйч, ел канал яц. ويخيلهم نشدو ويقشوا عدويش ما دردو ويبرت خليت بوخش دقوا همش دقوا شو عنديك همش وطلع النوع دقيق نعم دقوا النوع عربو خيلشي جوكتي خيلشي عارج إيفي أو بخيلشي هندات حسن يلو وسن هم سخيلش يعني قيلخ بيحشي هم آلي يح دون لا دوش هم سخيلش يعني سو عربو خيلا جوكتي خيلا يزوق سو بسو باولش جوكتي وي هي عارج الصنباخ تعدل قامش إيش لخر خيت تيلا ملخ قومخ شان وقرا لخر خيت شتول قام دات بوسو الله تعبش بيمر بقوش تقوم خيل ريز وخصو شو سن دعيول وسن هم شخل شولا تندير أحسن أكتر زيهم عربو وحال Многие Дубай просто قيتة وشا لديك خوش مدريت وانا بصور вообще я уехать шишичи. Ну, не все это так. На самом деле, дик уайлешинс, дик уайлевый. Например, цана хор плюш цигада мадэнит, а шичи гёгити хайя. Это сосай шичи гёгчи ваде, это птючим холодца, там шин дикас риза. Ну, яхчи инс беш хальчи тхабеш ханс хардо. تخداش دعسك أحسن هم خلا حنس خردو شايت أخد بقش هذا ده إنه إيش تخوغ إنه بريفن بيش تو يخوش خلا ميتش خردو شايت أخدو خزانا جين خدات هذا قيسر دات بيش تعاهم دونش خدات تيجي خردو قش وجه صعب بروبلم خريات Salam der joltea, eens uurdik, zuurdik, je lukas we Abdullah voltea. ميلا عيودك كيف ميلا طلب ده هو اللي عدو عايش لا حلاوة شتوي غز بحشنات ها مرات نوتي سوى شيء هم نشدوت ده شوي رجل اللي دوي لا داوليا هتحنيك شنيك انا دامون das ja nur schon so hosen واخر nicht deutsch rot und er gürzen schwschwo das back da wird so poemers lelendo حقل ملا قرجي اث والله شيء poemers يدش استنى نسينا طبعا حاولنا واقع هنا يتسينا لا يدش استنى نني لا اديش ده قمل هنا يتسينا تدواش قمل ده هنا يتسينا لا ترى أنا أسحق قد يشدل قمالي poemers يدش ويالني توب يقمل در مال يالني poemers يدش و حقادو تشنغدو يالني يتسيالن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله poemers يدش ويالني Ассаламу алейкум. Да, я не признаю это чеченство, это какой-то бред. Вайборт холи асдейла чавойок и демократические партии, и мех ждахияцы, ца ублюдок юхус литвалахи, изи приел цель приспешных шац, валлахи, биллахи, таллахи, вайборт хильчут, я. Просто мичабу, мичбана иш бош, аима дуай. Опять борма будешь. Испариться где-то, что ЧГТ, конечно, никши шуй масери цамбар крыльчан, Путин тебе
مصر أول وي تا هنادر باتشال دعوت جولي بشوچو ويليني دعوتي شموتسم باتشال أشو هيرغش دعوت نيرز بيد بوچنا بيتار يوهير Да, или мы будем сидеть и строить там заводы, там, собирать комбайны, короче, как нам тут некоторые наши начальники говорят, что это удугал, цитая черку, что? Или же, типа, они впервые в 20 веке первыми нападут на кафиров и первые будут их уничтожать. Локвар. Это, то есть, хинц функция, что аж нападать на кафиров. Хинц ночи полностью цугайскашин келабюхкин. И вот сидите дальше, целнядинок. Сун хузамек, что Европа, амеги, Турция, амек, что он целнядинок. Тигин цабах, что цабах на кафиров нападать, и цабах. Или же будем сидеть, короче, и на кафирские харчи цабах дать, или же мы первыми будем в Афганистане устанавливать исламское государство цабах. Короче, кур, да, это хадичи, инсертемный швигер, религиозный, темный швигер, дерьмо вообще, яиц, волк, волшебцер. По факту, нормально, что в ушах какие-то чудуются, уж. Нормально, какие-то можешь, хамхалди, что часть народа халишева, и раз я хочу делать, обсуждать, вещь, дальнейшие шаги, ориентировал, диаспаш, культура, политический, короче, ницка, что левые еще там, общественные, там, политические движения, обсуждать вещи, шаршаю условия моего инкуза, алло, харше моего площадка. Охчуаш догадолш, адиш мадарой, уже это действуешь я, что? Но это не получается, потому что впервые, или же мы будем строить какое-то национальное государство, национальное освободительное войну, как некоторые тут наши кафиры, зиндики говорят. Или же мы будем шариат, халифат, боже. Из тем мою куза. Цундел хашарикат, хренлифат, там шую, дацагайти час. Дук нормально нахбуешь, аудолбен, усыпить бен. Дальше от сбердах чубоч. Был уж, чтобы тебе это все раз я прозвонить, пробудить, короче, тебе приходится лезть в это болото. Вот болото что хочу, и все, и цукела, диллер, шиштала, и она, дацагайтич, не получается. حال بالليلشار أول شتر إدات وتمت إدات الخدي ضع دنيا شعين تعدو حاج كيبو با حاشتا يزريا أولي إشتا هنا وسنا نمسيها بالدوي حاشتا يزجو ماتسو В двойном режиме было сверхурочно. Просто тема, вот тема, ты цадач, цадовой. Он дальше тема, хокор. Аршад долгам дыш, талакдеш. Нормально, в ушах, тешам табехки. Я вообще в ушах, теша цатеш. В ушах, я не знаю, вот цуламо доллар волк. Вот пух домой ерю, вообще в ушах тешам боч. Каждый, как потенциально, петух елш, да? Арбой, петух ищел, домой дойду вообще. Просто теш ми очка, я тел до цана междик, что Осман нин айлин эршдеч, тияш, да? Петушин нашу и петушняк. И петушняк хил домой ерю, ечт.
Оша, представьте, ему салам алейкум варахматуллахи тачу и это, короче, и шмурдякет полчаса. Юх любой, он стук, он тешь мех, бон, короче. Любой, короче, гунадинак. Хрим башит, туи, гунадин. Муджаи, туи, гунадин. Хавари, джуи, бош. Хашта юзы нахма бис, поэтому сие бөлөк двигаться. Просто хотя бы к этому шмурдику, чтобы критически подходило наше общество. Просто критически хотя бы чем подходить, да? Хотя бы какой-то цаихум дадельча, просто докум дарха. Чтобы критически подойти, любой хаюешел, любой хагушел, халатнем, петухи, арбой, лахки, чтобы полностью идти целецтер, хочу мяляток, сахих, юй, пахих, юй, эйт, дуй, тафсир, дуй, гунадинак, дуй. Хацаджим болоба мабьесту кверту. Вообще, ларти адвод, что он вообще обл, мудир, да. Хажиным сразу критически, сразу критикуется, хажи улша, сразу, да, и 3 секунды. Он ведь даже чует, хорошо, вроде нормально, пьет чувак, деквистил, на его варис, он делался, его элла цена, хазрил хачок вел, дела, هنادن حرجشتا إمو خلي هنادن أجي تو مو دوي تا هنادن أكر مو دلوي تونك إميشا دوي حديث أوران ليل دي إلي عش سبور تانت إيم ويلا يقول دي ميز نعبيلا إل شواب شيء يوخيت سدويت غير تا قيت أضو تانا 27 سورة, 38-39 40, чуть увеличил. Пассив. И быстрее скорости света передвигается дальше. Из-за их цеха даже и течуадуи. Это и хажи обязательно хажин кверти бех волбиш вош. И öyle vaxt barsu. И асифи. Да, асиф öyle vaxt елерцу. Ну, ты представь, и даже Оля отча, короче, твоим вылазкет быстрее скорости света. Оля дел гергерстек, туна вешуацер, понимаешь? Нужную минуту, нужную секунду должен и Богом бенацу Оля валаваза. تيجا критически حلت تيجا عام باخر البراك شي هنادا حاجتنا قيل ولا بوشوال يشو ال сразу критически приходит еще عيسى مو اشتغل короче استعملنا ما دي موضوع أنا فورتشر على ريش ما أدري. ой там чего ерза короче Добел пел вождь. Уже матч почти юрзен лет, да? Уже почти, уже. حاجي لتات يشلي هنا دير أي تواصل قار هنا دير راب دا واتين دون كرامة طلبات هني تحميت يوقل تبوق يتن باتوس يوق كرامة يوق إزديش الله إذا يوق سنساتي يهودا تعبير دون لاتو دعلات دوي لاتو دعلات با يبير متى صدورش إذا جو كرامة أنا تعموزي ده لا تشوش أريوش إذا جو كرامة ده دق يمشتوش شيء وقت هستا أصلا إني تاتي بوش وديوخ نور سوكان نور
там панкийский, паниковать нормально вроде. Наверное, ну-ка, халка ину, нормально та. Вот шмурдяк ты хавин, ты панкийский, короче, чуть хотя я и дальше. Вот та нормально. Шарилка, волках, короче, волна бать, уже ба, беханцу ты хошин полностью, церга, короче. Сейчас вот это язык делал, вот она в Сирии, что поищи, тебя на масло, короче, надо было тебя. Кучу чоел, та из вот, короче, Аслан, это вот, панкийский, паниковский, сам кучу панику. Из панкийский, Асланник бас, альбураках тиша, цатишбу. Панкийский чун, это альбураках тиша, он ши уарши, ши богослову, богомолу, короче. Султан Нобах, короче. Из свою альбурак. Альбурак, видите, абы. Видите, примерно. Убей рок и рэк, короче. Тиеш дэр, короче, баш, альбурак. Ищ так, это один верит, другой не верит. Одному вот так, другому всяк. И каждый, если бы просто эти свои чаяния мог бы в себе там внутри оставить, короче, да, наверное, отчуться есть. Что правильно. Виндетик мои альбуро обязательно кехт, что паспорт кехт, что чана. Не стоязди элдиз, альбуро, али, чтобы проблем не было. И сказать, вообще, короче, трагедия моей. Австрийский елдоп, это отдал, что он не высказаться, что интуитивно сразу цапьет, что он и царит. Но поначалу, что верхом, может быть, царчишь. Но там автобус маоли, райский матали, автобус аэльч. Was ist das Wort? Das ist richtig, das. Jo, ich da Autobus, das ist richtig. Das ist richtig. Ich das ist richtig, Wort, das ist nicht gut. Al-Burak, ich will Al-Burak. Jo, ich Al-Burak, видите? Интересно, муж, и хадис шайн. Цадиш тадит на хадис шайн, тадиш шадуи. На бай эрчхаулело. Гуч мадах бахсар, халвай дайшли, она. Хир мижейн штубох, что лилин хамшта, стахандиш, иш, гуч мадах бахсар. ويديش عود الخيل باخر دالا تغلانش قير ميجينش دبوش وين ناخدونا لري نقصر نخشي Херфудовичу, Маршо, я вышел, написал насчет дяди пророка и его дяди. Они ноль в религии, стало понятно. За разборки клечуются. Дядя пророкас. Пророк. Вакана элца хадис, ну то хорошо, бишь. Вообще офигительно. Дела разные, калая мачка дешел шмаду. Короче, пророк. Наверное, он как бы пока это молочно, наверное, кореллалс, короче. Там кирна, башин кирна, дядес, короче, окана шуре, лацун туда и сюда. Уже вообще давление халил, да? Набел пал бухинцел, короче. Оправдывает, молодые люди. Вообще, аудла шоулма меги, да, это оправдать также. Нагау, качума, да, это бош, так, бэру бэрэ, или цухейна, ишдери, цухейна, йол, бэрэ, бош.
Jo, hakegen шиитских цадыки хадис. Дала 300 тысяч шиитов, 300 миллионов шиитов верят в него. Це 6 достоверно хадис шмаду и тоже сахих. Ну, 6 евро. Хохер, сунич дуйчто хадис шах, тиш бац уж наоборот. Це решение, что 6 цепочек, что достоверные, что да? Теперь что-нибудь ахилла, и стер кэрях приход туалю, кэр, короче, айша с лелин чунах приход ту, что лоушах чуть-чуть. Была суфист до сегодняшнего, да хадина и усуддин. Так что должны были сказать спасибо, рудиться. Так, ладно, шума серии будешь декала. Сотажим сада. Да, Будешь декала, маршал. Mesela deres kuchwa istolsh deqlo chan otsti pelktaush khotte sholay kan belsa masiri подарок кек по продвижение что смотрел там и узит площадки шекадак kuchwa цаца тоуши цашта и حديث واشتدويت свои, как бы, во всей своей сахихе в красе радица, что тига, как бы, извиняться да хундец, но просто что модер что диц дизер хочу вот сун нохчиш как бы хочу масергер $20 дух и что до я да бирки админ как бы хожар дальше на свое усмотрение. Так, Куба загудай ответуешь, сливается, слился. Хубохцу. Худу тебя пропустить ты надо. Так, ты сказала в эфире засчитан. Худар цухает на юх языш. Барбаросса, худар ахет на юх язы. 112 сура 5, аят 5. Деши хет не раз. Сто 12 сура. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Цучуах приол эйт дуй цучуарез. Свободился. Чисто приход ушел ночь. Ладно. А ваш Барбаросса, году вечер, выше прочитай. Дай ответ выше, сливается, слился, они в религии 0. Худу тебя. Радио Машу, я вышел написать насчет пророка дяди. Куда делся, если не лжет, в раю эфир засчитан, смех. Разрешил бы, если бы мусульман было мало. Разрешай, но этим тебе обязали. Тебе имена мусульман было мало. Неправда, мусульман было, если мало. Меллеш, короче. Айша Ану сидит. Хайшич, хай приемник антега адит сер разводиться цедойч. Это Абу Хурейра, цазу диали, знаешь, что я всю жизнь работал скотником, плотником, бошлил, шел, цазу децелош, короче. Без копейца дыша, чайла, ди бош, и укамелду. Короче,
Не знаю, что это. Давайте так, обмен. Да, я зюрхаш. Это бирктег. Тажим хароха бид вайну кир туш. Тажим хайгал шматоч нохчимел вол. Закон мекенте бат тер тхо даяр. Просто обидно дух. Нормально шипоман просто байдаху бешвол. Днями, месяцами, неделями шагол кдуючар интернет, массу ургадет, масса милла переспорить, милла перебороть, удина шагол кдуюц полностью с катушек слететь, шудиц языцау, что наш интернет просторы шмелю, одул мелдек дуюч, полностью иметь я вообще. Короче, сидой инсаш, да, это вообще плохо доехать полностью. Ведущий на свое усмотрение, онлайн. Хочу доехать, еле чувствую, все равно. Зависит, хочу отцехельч. Хуиз. Напоследок, им дочую, это доехать, наверное. Smoke rises high over dirty earth, the ashes falling like black snow. They bind our hands, they drag us forth, where the freezing waters flow. The general smiles, he counts the prize, 46 flowers for his crown, but he does not see the wolf in our eyes. We will never bow down. The bridge is narrow, the drop is deep, the river roars a hungry song. Promises made that we must keep to the land where we belong. Oh, Teddick River, take us home. Turning the history page. One look, one step, together we fall, together we fly, taking the fear with us as we Haisaqo yahin virus. Азана уартуарин, сабукардизин чири аз хазиал. Вадуасик, сахана лехги ахиети, салайанах ахиети. Хайден джорам ахедер удияла. Хайдайрилах ахир удияла. Хайқом муат бизбир удияла. Вахтеш, Азид уж замани узашка, диардо совесет. Вербила эти орам.